Всем привет, начинаем стрим. Итак, продолжим продолжать, если нам дадут, так сказать. Так, ну я парочку талантиков-то добавил. Oh shit. Here we go again. Привет, спам Гидро, привет. Так. Добавил на армор, добавил на Health Regen, добавил на ману Макс, добавил на ману Реген, добавил на... Ну, стамина Макс была, и стамина Реген добавил такие вот штучки. То есть посвязывал их тут. У кого-то 10-й левел максимум, у кого-то там 5-й левел. Да. Чат не отображается. Чат, он отображается, он-то вылетел. Так. Теперь скиллы. Мы хотим, чтобы отображались скиллы. И еще один момент. Вот, requirement. Я поставил, что требуется 1. Наверное, если он 0, все-таки требования, чтобы не показывались, еще надо сделать. Это первый момент. Второй момент. Я забыл про description, но я бы вспомнил о нем, когда бы мы ability делали сегодня, вот этот вот скилл, точнее. Да. Поэтому надо что-то делать. Что мы будем делать? Чего мы будем делать? Что мы будем делать? Текст это base tooltip. DA ability tooltip. Create requirement текст. Давайте сделаем так. Если у нас abilities и DA ability current level они немножко одинаковые, то мы ничего не делаем, мы не создаем этот виджет. Вот. То есть мы сделаем небольшую проверку. If pair talent подожди. Usability int 32 такие value сразу value. То есть это то, что нам надо. Если то, что нам надо, больше либо равно то, что есть abilities. А где мы abilities вообще тискаем? Вот find ref. Current level. Вот так вот сделаем. То тогда continue. Он не создает виджет. Да, еще стенку добавил. Я не знаю, как. Просто захотелось... Ну, мне не нравится то, что оно получилось. Но... Да, тебя забанили. У меня сообщение удалилось. Ну, это потому что тебя забанили. Что-то он долго думает, мне страшно. 16 секунд, вообще обалдел. Удаляется. Ну, Ютубу не нравится, ты, наверное, спам какой-то пишешь. Свою почту не может отправить. Конечно, не может отправить, запрещено. Я не могу отправить свою почту.
Для чего ты ее хочешь ответить? Зачем мне и остальным твоя почта? Нам она не нужна. Так, открываем. Смотрим, и он все равно их отображает. Почему? Подожди. Тут тип виджет текста, вот этот текст создается, ну. Pair value, ну подожди, что-то не с тем сравнил, что ли, вот так вот вжух. Value 1. А это текущий левел. Value это то, что требуется. Наоборот, текущий уровень, блин, местами их поменять надо. Но сегодня такого будет много, потому что я спать хочу. Почему-то все, оправдание нашел себе. Проверка. Спам. Проверка спам. Ты нафига почту свою хочешь отправить? Что ты задумал? Да он удаляет почту, а не слово спам. Я вот так вот сделаю, чтобы... Ну, чтобы именно с этой стороны было. Мы как читаем, то есть current level больше либо равно pair value. Привет. Чтобы именно так мы читали. Вопросик, давай вопросик. Пока. Никаких пока ты должен ответить, нафига ты почту пытаешься скинуть. Взломать кого-то хочешь? Вот. Вот, а это показывает. Вот, Я найду все. способ скинуть свою почту. Молодец. Хочу диалоги виджет сделать. Начальный диалог лучше на отдельной карте делать или на той, где геймплей происходит? Диалоги в виджет сделать. Начальный диалог лучше. Но у тебя как они построены, диалоги? Ну, ты подходишь, как в каком-нибудь Ведьмаке, ты подходишь к кому-то и... Ссылка. Дро 999. Слушай, да. И, ну, ты нажимаешь там взаимодействие, у тебя вот открывается окно. Начальный запуск игры. Ну, наверное, лучше в отдельные левелы. Ты там много чего расположишь, и потом это удалится, и все, не будет тебе мешать. Ну, в памяти, так сказать. Так, левел, да? Левел 1 из 1. Ну, там еще description будет, и нормально. И все, requirements нам не показывает. То, что нам надо. Добавь собаку igmail.com. Молодец. Requirement Fury mana. 0 из 5. Не дает прокачать. Хорошо, это добавили. Также я еще что думал. Что я думал? Я думал, может быть, вот здесь вот сделать что-то из разряда wrap with какой-нибудь... Это не его надо wrap делать. Это надо сюда просто добавлять. Там есть blur, по-моему. Background blur, да. Мы его сюда добавим. Сделаем его таким большим-большим. -1. Он там сзади должен быть. Blur. Давай 20 попробуем, посмотрим, как это все выглядит.
Не очень. Не очень это выглядит. А знаете, почему это не очень выглядит? Потому что вот этот... вот этот... Нифига не фил стоит. Если мы сделаем фил, он, кстати, будет вообще отображать, сейчас перестанет, да? Да. Засранец. Ну, вот так вот получается. Получается вот так. А если мы его чуть больше сделаем? 860. Оно прям очень некрасиво. Изменилось не особо много, а потому что вот этот-то минимум стоит. Мин-то 600 стоит, он всегда 600. Максимально доступен 760. Ладно, тогда надо вот этому всему vertical боксу давать. Вот этому всему канвасу давать. Не вот этому блюр давать. Да, так вот Ctrl-C сделаем и удалим его. И добавим его в эту канву. Ctrl-V. Если у него все остальное сохранилось. Мы его открываем. Skills, Fury. И у нас он отсутствует. Прекрасно, я считаю это. А почему, собственно говоря? Здоров, а подскажи, наткнулся на видосы Здоров. типа, что лучше БП или С, и только понял, что, наверное, лучше С или комбо, но если не шаришь в 100, лучше взять БП и не выбываться, я правильно понял. Короче, В целом, я да. где-то в 2024 году делал свой 2D сериал, там были и танки, и роботы, ну короче, если захочешь посмотреть, пиши на почту. Обязательно. Так, еще раз. Типа лучше БП. Ну, лучше плюсы. У тебя больше контроля, больше возможностей и так далее и тому подобное. Комбо это если ты работаешь с дизайнерами, то есть БП это для дизайнеров, им проще понимать, что и как. Ты ему создал какую-то штуку, которая что-то делает. У него такой вот кубик. Там, допустим, я не знаю, спаун-актор какой-нибудь. И что такое спаун-актор? Допустим, вот такой вот кубик у него, и он там его взял, подсоединил, тут всякие штучки повводил, которые у вас там, и все у него, и все работает, когда по-дизайнерски надо. Но если не шаришь за плюсы, то на плюсы ты много времени убьешь, и на плюсах медленнее все делать, поэтому тут такая вот история. Вот такая вот история. Обязательно, да, C-Sharp, вот, да. Так, base tooltip. Так, мы не трогаем. Еще раз вернуться надо. Я не понял, а какого лешего у нас не отображает. Короче, плюсы это медленнее разработка будет идти, но больше контроля, больше возможностей. Можно просто такие вещи творить, которые ни в одном сне блюпринтам не приснятся. Но на блюпринтах просто быстрее. То есть ты, какой у тебя идея появилась, ты быстро ее набросал, и она работает. Я чисто для души, а так у меня есть свой бизнес. Да, это понятно. Быстро набросал, и оно все у тебя работает. Так. С? Разве UE поддерживает С? Да, это наш местный спамер тут. Ты послушал его на C-Sharp. C-Sharp, там есть C-Sharp, но там он в определенных местах, там по 1%, по-моему, C-Sharp в Unreal. Ты на нем ничего не будешь писать. Все данные какие-то ввести мелкие. Да, бизнес, да, дело. Так, я не очень догоняю, почему у нас блюр здесь не работает. Уф. А почему? Я компайл не нажимал, что ли? Ну, подожди, давай еще раз блюр. Мы добавляем его в нашу канву, правильно? Правильно.
Мы его делаем растянутым, правильно? Правильно. Мы делаем его назад. Минус 1, туда его. И делаем блюр там 10. Здесь все работает. Compile. А здесь? А здесь не работает. Ну и пожалуйста. Ясно, пожалуйста. Каскеры, анимашки фиксить. Ну давай. Короче, меня недавно забанили в КС 1.6 за читы, которые у меня нет. Неудивительно. Я играл Да, честно, но я написал жалобу, и админ понял, что это скилл, а не читы, и разбанил. да, это понятно. Каскадер. Но анимашки фиксить, это круто, да. Не мое вообще. Те анимашки. Хотя делал, но я в Unreal делал их. Так. Если мы, конечно, об одном и том же. Итак. Блюр отпадает. Подожди, а если я хочу? Если очень хочется... А если очень хочется? Но если очень хочется, можно пойти в wrap border. Давай сделаем черным. Точка 7, точка 5, точка 4. Точка 4. Вот так вот. А бордер он будет, да? Ну да, мы про анимации. Вообще ничего не работает, смотри. Какое-то странное поведение, что-то сломалось, походу. А если я добавлю еще сюда один? 2 шестерки должно Ты играл быть. в стрелялки, войнушки, спецназ. Это лучшая копия КС. Добавил, смотри. Войнушки списания. Так. А этот он не добавляет, ты понял? Он вообще не хочет бордеры всякие добавлять. Какое-то странное очень поведение. Visibility visible. Но если бы мы меняли visibility, он бы все схлопывал, менял бы. Точно так же и здесь. Ладно. Сейчас мне это не столько важно. Хорошо. Night. Привет. С днем абсурдных комедий с Адамом Сэндлером. Привет. Абсурдной комедии с Адамом Сэндлером. Миндизарит Ну, Макс. короче, пока я пошел играть в КС 1.6 и Майн 1.9.4 Optifine Forge. Давай. Можно, конечно, сделать вот так вот. Допустим, 500 и 800. А здесь сделать 700. Хей, меня интересует 700. С днем соленых огурцов. Молодец вам, Гидра, молодец. Вот так, ну это чисто размер, чтобы подогнать. То есть, если снизу здесь будет... можно тебя как-то... Ага. Я сейчас дам больно. То есть, вот он его будет схлопывать. Молодец.
Молодец. Хорошо. Двух вентиляторов, одного зовут США, второго Иран. Но все-таки не это. Fallout не хотят Они устраивать. Сегодня день маринованных огурцов. Все такие мощные на словах. Прям, мы сейчас какой Fallout будет. Какой сейчас Fallout будет. Уже все, сейчас все. Ну все уже, все. Ну все уже. Ну куда все? Ну ладно, давай еще, короче. Давай еще поговорим. Ну, короче, кто понял, тот понял. Воздуханы премиум класса. Так, я хотел задать... Да-да-да, ща, вот ща, ну, подожди, сейчас все будет, сейчас. Вот это вот повторяется. Так, вот здесь я хотел Sizebox сделать, знаете почему? Чтобы был именно задан нами размерчик. Тоже все по фэншую. Из текущий где-то 200 на 200. То есть такой квадратик, может быть даже на 300. Базовым 300 на 400. Шел США по шоссе и сосал сушку. Или это много, наверное, по 400. Потом минимальный 200. Если его будут ужимать. И здесь 300. А максимальный 400 и 500. Все это нам надо. Все это нам надо. Для того, чтобы все-таки минимальный этот высоту надо поджать его еще. Чтобы у нас шрифт перескакивал. Скажи, шла Саша по шоссе и сосала сушку. Нет. Не скажу. Минималочка 200. Давай здесь 200 сделаем. Здесь... Ой, подожди, это ширина. Вот здесь сделаем 200. Я запутался. Вот здесь вот сделаем 100 вообще. Минимально его же ничего не подожмет. Дело в том, что... Да, дело в том, что его ничего не подожмет. Значит, максималки надо брать. Минималки нет смысла. Вообще вот эти вот мин. Мин мы убираем. Шла Давай их Александра, в уберем. автомагистрали употребляли сухое хлебобулочное изделие. Да, молодец. Времена идут, а эти не меняются. Так, значит, вот это мы меняем. 300 много, давай. Давай сделаем так. 100 вообще на 100. Прям супер маленькая. Максималочка будет... Вообще надо посмотреть изначально. Если мы сделаем 300 на 400, это какого размера будут эти? Это вот такие вот будут тултипы. Нам подходит? Причем по высоте не надо ограничивать. Подожди. По высоте не надо ограничивать. Пидорахуй скильки будет 488. Осуждаю. Как оно прочитало там. Так. Давай 500, наверное. Не, 500 это сколько? Это прям мразь большая будет. Опять я в процессе это делаю. Хотя нормально, в принципе. Если его расколбасить на 500. 500 на 500, короче. 500 на 600 сделать. 500 на 600. Да. А этот изначальный 100 на 100. Услышав это, придет на стрим. 500 на 600. Да, сейчас Дендеракл придет, тебе бан хватает. Угу. Он не рассосался, засранец.
А если мы это вообще отключим? Это будет, как я думаю, работать или нет? Да, вот теперь это работает, как я хочу. То есть мы ограничиваем только максималку. Это нас устраивает. Просто мы сейчас будем делать description. А description это такая история, что... ну дай-ка, Падинг, я тебе в сандали шестерочки, вот так. Оборот, не-не-не. Я читаю подручник, не заважай меня. Осуждаю. Вот здесь не четверку мы, а шестерку сделаю. Опять в этом в процессе. Сейчас будем делать description, и он надо, чтобы перескакивал на другую строку, а он этого делать не умеет. Нам бы его научить это делать. А где у нас вообще класс тут указывается? Вот он, красавчик. Давайте укажем, чтобы он это умел делать. Так это оно и было. Вот default wrap, auto wrap text, да. Хорошо, есть. Сделали. Погнали теперь делать обилки. Дело в том, что у нас обилки, во-первых, мне не нравится, как они называются. У них какие-то... Подожди. Это моя обилка. Player Melee Attack, да. Мне не нравится... Я думал, я открою вот это. Вот сюда нажать хотел. Мне нравится вот это BPGE. Ну, это я сам назвал, конечно. Это я молодец, да. Но мне не нравится их название. И мы их сейчас немножко поделим иначе. Потому что они у всех разные. Также новые параметры введем. И прочее. Новые параметры какие? Наверное, к типу урона. Потому что у нас маги планируются. Маг. Сейчас у нас физ-урон. Нам надо вводить физ-урон. Такое понятие физ-урон. То есть базовый параметр, чтобы был у самого персонажа физ-урон. И у обилки будет... Я помню, когда ей, который говорит текст, говорил КС 1,6, а сейчас говорит КС 1.6. Гидра. У нас этот базовый урон есть от физа, ну, для этого персонажа. И у обилки есть свой урон, там, допустим, 10-12 урона наносит. Ну, или 1-2. Потом она идет в вот этот урон физа, делает математику и увеличивает вот этот базовый урон 1-2. И применяет его. Все. Ну и дальше там обилка, там урон наносится и так далее, тому подобное, расчет идет. Вот. Такие вот дела. Сейчас у нас у обилки вообще где урон? У нас урон просто damage есть, да? Вот просто base damage. Я не спам гидра, я ультрапотужный спам. 100%. Но вообще спам гидра. Так, у нас вот этот есть, да? А это расчет урона. Эффект дамага, это же расчет урона там происходит, правильно? Но мы сейчас посмотрим, как это работает. Вспомним. Base damage. Вот вместо base damage там должен быть вот этот вот товарищ. Также его тип урона. Я, по-моему, в тагах ничего не делал по типу урона. State, stat. Оу, я делал. То есть у нас есть этот дата,
элемент Cold, Fire, Lightning, Physical, Poison. Но дело в том, что то, что мне не нравится в тагах этих. Мы сейчас создадим ХП, нам надо будет каждый, вот, это не ХП, а стат, вот этот Physical, не Physical. И нам надо их будет привязать к... Ну, короче, пока www. Давай. Давай, до свидания. Вот ты не знаешь, что это такое. Так. А он уже не говорит более 3. Наверное, нет. Нам надо будет их связать с статами. Плюс же эти статы должны быть у enemy по-хорошему. Они тоже должны, ну, теми же обладать фишками. Оу. 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 Он уже не говорит так же, как раньше, как мне спамить. Оу. Будешь бан? Бан будешь на часик? Так. В атрибут сете надо будет подобавлять их. Параметр чисто cold атаки, fire атаки, light атаки, physical атаки и poison атаки. И это атаки, а потом резиста на это все. Итого привет 10 статов. Парам-парам-пам-пам. Парам-парам-пам-пам. 10 атрибутов. Атрибут сети плюс. Шлеп каждому enemy, каждому этому. Пау. Полетело. Просто жесть. Не, можно с пусикала пока начать. И, ну, все остальное не добавлять. Можно добавить. Сударь, позвольте почтительно обратиться с искренней просьбой. Прошу вас не применять ко мне мер наказания в виде бана, ибо я не А имею ты уж такой намерения писал. нарушать установленные правила и готов впредь соблюдать их с должным вниманием и уважением. Такое это... Ты, по-моему, писал уже такие истории. Так, хорошо. То есть у нас по-хорошему надо создать скилл gameplay ability, да? GA у нас уже есть, да? Base skill. И в нем уже будут эти базовые параметры. Погнали. Я вначале сделаю... Блин, это 2 перезапуска делать. Ладно, фиг с ним. Gameplay ability. GAMEP. Что я писал? GAMEP. Gameplay ability. Gameplay ability. Gameplay ability. Gameplay ability. Base skill. И на каждый скилл у каждого свой, да? Вот этот вот класс блюпринтовый. Короче, пока я пошел играть в 1,6. Давай. Та-та-та-та. Так, у нас есть тут ability-есы. Добавь туда гипнодинс.
Что за этот? Знакомый ability, спамлинг, voice skill, все правильно. Не сбивай меня, какой нафиг гипноденс. Jason! 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 И ты знаешь, что команда призывает кого? Джейсона. Да, Джейсона, да. Дендерекла. Может быть. А чё так долго мне все сегодня компилить собирает? Что-то нехорошее, мне не нравится. Это все спам гидро. Это все спам гидро. Так, Михаила есть. Джейсона. Да. Так, самые важные полосочки мы поставили. Я вот так вот сделаю. Вот так. Оп. Оп. Оп, оп. And... А чё он... Ага, все, раздоплился. Что-то он как-то сегодня очень тяжело ему, смотри. О, бу-бу-бу. Дай-ка я открою. Player Melee Attack. Мы подсмотрим, что у нас тут вообще работает. У нас есть Activate Ability, End Ability. О, да, он атак Notify триггерит. Какие-то тут как-то что-то обращаемся. И его параметры, правильно, которые мы применяем. Атак спида и прочее. Вот тот же атак спид нам надо вынести в наш атак Кстати, спид. если заменить одну букву в слове Люха на Ш, то получится. Молодец. То получится, молодец. Слушай, а ты не этот самый, как его? Тебя прям сегодня прям прет, да? Ебан надо. Чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть. Draw the back trace, бла-бла-бла. А ты чё думал? Отлично. Так, а так спид в атрибут set надо, скорее всего, добавлять. Тогда мы сможем влиять на атак спид всех и вся. Погнали в атрибут set. Где атрибут set? Мастер, который... Вот он, красавчик. Вот он, красавчик. И вот сюда нужно добавить вот этого вот покемона. Stats. Так, это параметр. Ну, скорее всего, он в параметр попадет. Все-таки это давай сюда вот так делаем, потом вот так делаем, потом вот так делаем. Потом здесь пишем атак. Атак speed. Или speed attack, speed movement. У тебя 6 зрителей, но они ничего не пишут в чат, они боты. Да, да. 6 ботов накрутил. Или Так. там я с других аккаунтов? Так, speed attack. Наверное, вот так вот сделаем. Уже 3. Вот тут теперь грустно стало. Зачем ты грусть нагоняешь? Ну ты их разогнал, это все ты. Он рэп спид атак, так. Ты кота заюзал, и я исчез полностью. Подожди, а кот тоже не появился? Кот, а где кот?
А кота нет, и меня нет. Интересно. Но я, кажется, знаю, почему так получилось. Но сейчас надо будет всех котов включать. То есть таким вот образом. Ну давай Ты сейчас пропал. всех. Да я-то пропал, да. Все, спам котами. Все. Все, коты, уходите. Все. Коты вернулись. Так, он спида, так. Армор. Добавь Спида, так, так. Дальше спида, так, сюда. Ой, подожди. Нафига ты мне все скопировал? Ты дурак, что ли? Армор, спида, так, вот, есть. Вот, видишь, теперь коты вернулись. Вот. И сюда его надо добавить. Работает. Работает, да, потому что починено. Угу. Единички равен. Ну, базовые такие параметры. Универсально базовые параметры. Так. Все, спида так есть. Тут туру. Привет. Реген спида так. Есть. Это мы добавили спида так сюда. То есть отсюда мы его можем удалять теперь. Админы в чате. Да, админы в чате, все. Тебе теперь будет а-та-та. А-та-та, а-та-та. Так, спид, милиатак, милиатак. Но это потом мы разберемся с ним. Что я говорил? Чего нам надо? Внимание, Нам надо... в чате срочно покиньте стрим, чтобы наполучить бан. Нам надо ее property. Ее property нам надо. Edit anyway, blueprint. Blueprint read only. Категория. Rebase skill. А что ты на Твиче, кстати, не сидишь, спам-гида? Там же нет модераторов. Там никого нет. Там пусто. Так, флот. Damage. Вот у него должен быть damage, правильно? Но damage, дело в том, что я хочу, чтобы был min-max. Дело в том, что я хочу, чтобы это был min-max. У нас был разброс. Там все аккаунты забанены. А новые там не так просто создать, да? Как это нет? Я везде могу. И создавать на Твиче тяжелее. Ну, Артмарис, интересно отдать вначале эту как, модерку там. А так-то там... Что там? Тифауэр был... Киетка еще может заходить, вот. Тифауэр не заходит, Киетка редко появляется. Остальные там тоже не появляются уже. Короче, там пусто теперь. Поэтому... Ну, короче, там тяжелее, да? Вот оно что. Так. Что опять котов выбивать? Да. Чтобы там получить тоже надо котов выбивать. Так, я хочу разброс. У нас есть два варианта. Либо мы здесь прописываем просто min-max. Либо это аккуратненько в структурку засунем. Какой-нибудь в damage. Use tract. Blueprint type. Tract F дамаги. F damage. F damage. А как разброс будет? Я слово range не вспомнил, серьезно. Я слово range не вспомнил, ё-моё.
damage range. Так, вот, min damage, min Давай max лучше. damage. Что это, если выпадет, мы не знаем, что это такое. Если б мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое, то не забынешь. Давай, только в течение 2 минут бана не будет. Damage min, damage max. Ой, дамаги. Восклицательный знак, что это? А, ишь не выпало. Ха-ха! Бан. Бан. Все, бан. Кто удалил команду? Никто не удалял команду, ты неправильно написал. Поэтому бан. Бан. Бан, все. Бан. Все, бан. Или там было. Бан. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы Восклицательный знали, знак, что что это это? такое, мы не знаем, что это такое. Такое, да. Значит, и вот здесь у нас F-дамаги. F-damage range. Damage range. Это наш разброс. Это наш разброс. Дальше. Все, нету бана. Не, все уже, с первого раза надо было. Я не в бане и не пойду в баню, там жарко. Там хорошо. Там хорошо. Damage range нам нужен. Что еще нам там надо? Блин, а это должно быть, чтобы получить я того душу любил. Это мы в паблик, наверное, отправим. Знаете почему? Потому что нам надо данные достать оттуда. Причем разные Я там был данные всего достать. На бассейнах Bubbles. Какие-то бассейны, не, баня, это что-то, это не то. Что-то ты не там, какие-то bubbles. Что за bubbles? Никаких bubbles. Только мужики. Так. Возможно, я был в сауне. Я не знаю, как их отличать. Дамаги рейндж это типа 40-60, когда пишется в играх. Ну да, урон там у скилла какого-то там как раз это, да, 44-60, тут это вот история вся. Так, это у скилла damage range. Дай подумать. Так, скилл мы туда перенесли. Так, скилл мы туда перенесли. Фу, так, скилл спид атак мы туда перенесли. Всем пока, я Ну, домой. короче, пока. Да, в 10-й раз. А, сейчас что-то напишешь после этого, пока бан сразу. Все, договорились. Так. Оп, написал. Мне всегда казалось, это просто два отдельных параметра делают минуты дамаги и макс дамаги. Вообще-то 6. Оп, на 10 минут бан получил человек. Не 10. Мне всегда казалось, что это просто два отдельных параметра делают мин. И макс дамаги. Ну, так, это и есть два отдельных параметра. Просто я их засандалил в структуру. Вот. Сам мне так больше нравится. Также там еще всякие штуки нам надо будет получать. Сейчас, чтобы были у них. Короче, ну, так надо. А знаете что?
знаете что. А спид атак у него тоже будет. Флот, спид. Атак 1, да, базовый 1. Сделаем вот так. А знаете почему? Потому что мы, может быть, захотим сделать 0.8. Чтобы было. Что мы будем делать 0.8 и 1.2, если? У того 1.2, этот 0.8. 0.8 от текущего. Там брать еще-то какая-то... Ну да, 0.8 от текущего. То есть, если у тебя x2, то это получится 1.6. Если он возьмет от него. Привет. Ну да. Привет. 1.2, да. У скилла есть своя атака, потом... У него еще есть cooldown time. Да. Да, есть cooldown time у него. Тут мы писали, что такое было у нас. А так Монтаги тоже надо, да, указать. Вот эти вот, это не обязательно. Raise distance не обязательно. Не обязательно base damage, это не то. Так, вот это вот нам надо. Это вот нам надо. Так, Монтагия, хорошо. Становится проблемой то, что нам вот эту вот всю пачку надо как-то теперь в текст превратить. Можно сделать самым простым образом. Это... Смотрю, Кабачок опять заходил. Да, он спамил. Мне немножко дал. Чуть-чуть бана. Чуть-чуть. Так, Монтагия. Блин. Оу. Оу. В баню человека отправили. Ну или в сауну, он-то не понимает, что там, какая разница. Блин, а как же сделать красиво? Просто тот же атак спид какой-нибудь и кулдаун, это отдельными строками должны быть. А вот дэмэдж я бы хотел его в... Или не хотел бы. Но он в тултипе будет храниться. То есть у нас есть тултип вот этот. Тултип. Вот этот. Мы тут еще создадим его, чтобы находить эти там спид-атаки и прочие вот эти вот штуки, чтобы искать в текстах, если нам надо как-то его там выделить. Словно. Все, потеря. Или дэмэдж тоже, то есть отдельно. Просто есть же два разных этих, то есть когда у тебя есть description, там просто пелена текста, там этот удар там с разворота наносит столько-то урона, воин там впадает в ярость на столько-то, ну короче, все в описании, все в едином тексте, тебе тупо текст читать. А есть, когда просто вот просто список параметров. КД такой-то, этот такой-то, это такой-то, это такой-то, херак и описание там. Что происходит просто без цифр. Потому что цифры вверху.
Если цифры вверху, то, в принципе-то, проблемы и нет. В принципе-то, проблемы и нету. Его tooltip достанет все эти параметры, и все как бы. Взял его и достал. Кстати, надо, наверное, в паблик все вынести. Вот это damage range, cooldown time и speed attack. Все это вынести в паблик. Все это вынести в паблик. Вот этот не надо выносить в паблик. Так, Монтаги ему не нужен в паблике. И все. Так, чего мы там переделываем, переносим? Вот этих вот товарищей мы переносим. Вот этих товарищей мы переносим. Также я хотел еще чистый урон дать ему. То есть это базовый урон. Также ему нужно еще понимать, кто он вообще. И это мы можем там дать. У него же есть там в параметрах какой таг он навешивает. Или какой таг он есть. Ну, короче, там много этих параметров с тагами. И там его именно указать. То, что это относится к пусикалу, допустим, или к фросту, там, колду и так далее. Вот эти вот все приколы. Насчет чистого урона... Я атрибут сет потерял. Я нашел его. Надо его добавить. Все, что касается дэмэджа, то есть это параметр статс, в статс параметр, ну это тоже параметр как бы. Это касается дэмэджа. Ну тогда как его? Attack Defense. Еще надо параметры слэш атак. Туда попадает speed attack, critical chance, accuracy попадает, strength попадает. А в этот уже в defense попадает armor, evasion и там всякие резисты. О как. Молодец. А так. А ты кто у нас? Армор нет. Critical Chance, да. Evasion нет. Accuracy, да. Да. Дефенсе. А за я им скину спид атак? Типа делать применение скилла размазанное по времени или для анимации? Зачем скиллу делать? Смотри. У тебя есть твоя скорость атаки, которую ты разгоняешь. И есть у скилла. Просто скилл может быть как быстрый какой-то скилл, чтобы ты понимал, этот скилл, допустим, быстрый или не быстрый. А есть у которого базовая своя, допустим, там 0.8 берем. У него 0.8. У тебя 1.0. Это означает, что... Ну, у тебя базовая 1.0, у него 0.8. Значит, ты со скоростью 0.8 будешь применять этот скилл. Он медленный.
у тебя speed attack ты свой разгоняешь до 2 и применяешь его, но для скилла это будет 1,6. Ну, то есть у каждого скилла своя, короче, скорость атаки. Ну, она в любом случае у тебя будет своя скорость атаки за счет анимации. Но тут ты именно параметром это еще и влияешь. Ну, короче, в общем, у каждого скилла еще своя есть скорость атаки. То есть есть глобальная персонажа, а есть у скиллов. У кого-то больше, у кого-то меньше. И таким образом ты можешь прокачивать скилл. Допустим, один уровень прокачки скилла тебе дает урон, второй уровень тебе дает именно скорость атаки. То есть с 0.8 там до 0.85. Как дополнительные параметры. Дополнительный параметр, дополнительные скиллы, дополнительные возможности влиять на это все и взаимодействовать с этим всем. В общем, как-то так. Надеюсь, понятно объяснил. Так, дефенс хорошо. Теперь бы это все сделать красиво. Атак перенести к атак. С применения скилла. Кажется, раньше я это называл скорость применения скилла. Да. Вот это она и есть. А как его? Атак, ну, атак спид. А как я назвал? Подожди. Speed attack, speed cast. Но дело в том, что каст ближе к каким-то дальним атакам, а тут все же и к милику, чтобы... Я в душе не гребу, как назвать. Но speed attack тоже к этим не подходит. Speed skill. Так, defense attack. Мы переносим сюда. Так, мы переносим сюда. Ну, просто лучше сейчас навести этот марафет, что потом запутаемся, где что. Так мы знаем, что тут атаки пошли. Вот пошли дефенс еще в прагму. Сейчас еще и выделим его. Потому что оно разрастется. Ну, в прагму это потом, но сам факт того, что тут прагма, скорее всего, еще будет. Теперь вот это надо переместить. Так, health. Армор пошел. Speed attack. Critical chance. Может, какой-нибудь усетими. Use time. Не, что-то непонятно. Use time. Speed skill, ну скорость скилла. Что-нибудь такое вот. Ну, я сейчас у ГБТ спрошу. Он у меня там настроен на вот это вот все. Так, и вот это сюда мы переносим. Так, Armor Evasion здесь. Accuracy, Critical Speed Attack. Все есть. Armor. Жать сюда, Accuracy сюда. Strength поднимается сюда. Evasion сюда. Accuracy поднимается сюда. Так, ну я написал, ну сейчас посмотрим, что он там предложит. Skill speed, короче, он это вот говорит, ну как я.
Skill speed. Советует speed skill. Вот так вот сделаю skill. Молодец, skill. Speed skill. Ну, самое логичное, что у нас в скиллах есть speed skill, который отвечает за этот. Так, есть контакты. Также я хотел сюда еще добавить одну атаку. Это вот этот чистый урон, который мы качаем. Подожди, или это сила? Или наш чистый урон это сила? Или это отдельным сделать его? Просто сила на урон влияет. Влияет... Ну, как раз сила, да, сила, сила это и есть наш чистый этот, параметр, который влияет на урон, да. Сила, интеллект, если заклинание. То есть его еще надо разбить, что такое заклинание, что такое не заклинание. Вот в чем прикол. Ну, пока он на силу влияет, все, у нас есть сила, такое понятие, как сила, интеллект. На заклинание, на 2 разбить. А вот эти пусикалы и прочее, это мы потом... Наверное, потом мы это введем, потому что если сейчас вводить, это надо его залезать в этот... Куда я не хочу залезать. Так. Вот мы здесь. Вот мы здесь. Как у нас вообще это все работает? Как вот это все устроено? Как тут вообще билки работают у него? Подожди. Ох. Вспомнить бы, как это все работает. МБ от тегов по демеджду это понимать. Типа, если демедж не физический, то от интеллекта. Ну, а если этот, как его... Подожди, в смысле? Так у тебя может сам урон быть урон холодом, но милишная атака. Вот такая вот странная история. То есть, просто у тебя как получается? У тебя... Poison, Cold, Fire, Lightning у тебя на интеллекте и только пусикал на этом, на силе. Что-то как-то некрасиво, мне не нравится. Плюс ловкость еще надо ввести. Все по классике, чтобы было трио это. Так. Значит, Activate Ability, это мы делаем через этот. Это когда мы, допустим, нажали кнопку, мы там в компоненте вот этот Activate Ability by там tag или handle, он начал вот это делать. Он создает этот класс, и у нас запускается вот эта вот вся фишечка. Ах ты, негодяй, забанил меня на 600 секунд. Да, было дело, было дело. Я же тебе сказал, и после того, как ты написал пока, я тебе сказал, если напишешь еще что-то, я тебе бан вшлепну. Будешь знать, как драконить вот этим пока-пока. Так, мы запускаем End Ability. На End Ability что он тут делает? Вот так триггерит. Так. Task on Interrupter on. Ну, урон холодом явно не может зависеть от физической силы, ну или тогда должно быть 2 множителя и сила интеллект. В смысле не может? Мы тут создаем это правило, а в смысле не может? В смысле не может? Как захотим, так и будет. И она дракон. Ты дракон все-таки, да? Тебя забанить надо еще разочек. Только в этот раз уже будет больше. Сколько там следующий бан? 30 минут. Будешь 30 минут? Или не? Нет, я дракон. Так. Во-первых, за что ты меня банишь? Да ты ты банишь без конца. Да ты спамишь без конца.
Хватит спамить бессмыслицей. По теме, либо редко. Так. Еще как у нас тут устроено. Он запускает монтаж, правильно? Монтаж and create, play монтаж and wait. Прокси. Ага. Он подписывается Я на расставлю. complete. Он, говорю, мы тут подписываемся на complete. Еще Я не комментабилити какой-то. Перформанс трейс. Ну это мы трейс тут отрисовываем. Это Кстати, так давно то, было. о чем я тебя вчера спрашивал, это Тенум Ранге. Ну есть там, да, такой. Но он через этот форич делает, да? Я помню, что есть такое вроде что-то, но... Вот на этом все заканчивается. Так а нафига тебе именно форич? Чем тебе мой вариант не устраивает? Тем более там, скорее всего, Уже 8 зрителей рекорд. под этим, под капотом там то же самое, скорее всего, происходит. Только он не руководствуется именно вот этими индексами, которые, точнее, не индексами, а этими, которые присвоены. Из них 5 ботов, 2 админа и 1 я настоящий. Да, да. 100%. Монтаж interrupter, он монтаж completed, Я и Рональдо он настоящий. монтаж canceled. То есть, если у нас ready for activation. Ну, это, конечно, как твоя левая нога захочет. Просто у меня, как у игрока, немного не укладывается зависимость милишного скилла с фростовым уроном от силы. Но сами лишний скилл наносит урон физом. И дополнительно от этого физа у него конвертация идет в холод. Вот скилл такой, он конвертирует урон от физа. Подожди, так в бою даже такой есть. У тебя физ урон конвертируется в этот, в какой-то элементальный урон. Да ты всех разгоняешь, Спамгидра. Так, ready for activation. Уже 8. Монтаж, да? А как у нас монтаж вообще работает? Подожди, где у нас монтажи? Notify, не Ладно, notify, больше triggered base. Триггер, так, notify. Он так триггерит. Я так понимаю, мы подписались, да, на него? Дол? Да. Вот, мы на него подписались. Старый, ну чё ты? Да. Блядь, а? Что такое случилось с тобою? Так, это мы подписались на этого покемона. Тут, кстати, мы отписались от него. И ждем его. Он атак notify триггерит. Где он? Это Вот. кого он из админов там пинает? Мне кажется, это тебя пинают. Так, и вот он запускает то, что нам надо. Расчет урона всяких и геймплей эффект uspect target. Это вот это нанесение урона. И передает Эй, параметры. Сейчас тебе год забью. Хватит спамить и чушь писать. А ну, конвертация — это немного другое, и обычно это происходит чаще от пассива, которые у тебя изучены в описании скилла, не всегда пишется, в какой урон оно сконвертится. Но теперь я понял, о чем ты. Ну, я изначально-то и имел Я это, пишу но... на чушь, это творение великого спам-гидры. Дейс, если ты будешь его банить, ты его там, ну, не пермачом. Там на чуть-чуть. Пока он не провинился, чтобы пермачом его шлепать. Короче, да, конвертация вот это самое. Ability, бла-бла-бла. Сейчас, погоди.
Multi-System Interface. Мы его получили. Достали точно я компоненту. готов. И таргет этот добавили. Все, хорошо. Вроде я все вспомнил, что тут происходит. У меня вот аккаунт в бане. Нам Сейчас надо... шлепнет пермачем и напишет, что промахнулся по кнопке. Я случайно... Да? Так. Монтаж запускать. Слушай, ну вот это все мы можем в этом держать, в мастере. По-хорошему. В бейс-скилле. Вот это все перенести туда. Кнопка большая, целых 4 сантиметра в 2 миллиметра. И вызывать... Вызывать все это там. Что такое коммитабилити? Что такое? Что делает? Commit execute, ability выше. То есть мы сообщаем ему о том, что он как бы все активировали. И end ability, соответственно, туда же можно перенести в base skill. Да, еще раз подумать. У нас тут ничего. Делегат раз. Подожди, делегат он из этого достает. Атак Монтаги и вот этот спид. Все, он есть как бы. Все остальное у нас здесь не трогается вообще никак. Единственный моментик, что вот эти вот интеррапты всякие. Зачем нам два метода? Кто знает. Если мы тут одни и те же параметры передаем Сейчас все. я буду спамить. А главное тихо, без суеты, не спеша. Не спеша. А будешь писать сообщение раз в 10 минут? Так, мы одобряем такие сбанать промчену. Доигрался. Насколько план дали ему? Сколько у нас есть тишины и спокойствия? Поспанется тишина. Так, ладно, вот это 5 минут. 5 минут. Это его не сдержит еще 5 минут. Нормально. Нормально, 5 минут. 5 минут. 300, как у тракториста. Хай. Сейчас придет сообщение. Хай. И. Так, ability, мастер, характер. Вот это мы туда отправляем. Это мы туда отправляем. Контроллер вроде здесь он не трогает. И это он здесь не трогает. Вот это мы сюда переносим. Speed skill. Skill мы сюда ставим. Оу, вот это вот он запускает здесь, ты понял, да? Но это мы в этом переделаем его. Без БП все на СС. Но в БП там очень мало. Да, там нету почти ничего. Вообще почти ничего. То есть там даже не 1% на БП. Поэтому да, в основном все на плюсах. Блин, а он коммитабилити сделает, да? Или коммитабилити лучше оставить его здесь. У этого вызывать. Потому что может нам еще логика здесь какая-то понадобится. А у этого лучше их не вызывать. В коде не шару. Вот чем занимается популярный стримлер в категории разработка. Стрим-стены. Да.
А в смысле стрим стены? Что стрим стены? Какой стены? А, и там, ну, да, ну... Сам, чё? Популярный стример. Это кто? Кто-то стену стримит, что ли? Привет. Так. Вот это мы туда перенесем. И знаете что? Мы их сделаем виртуалами. Мы сделаем виртуалами. Мы сделаем виртуалами. Подожди, где они были? Они были в Protected у нас. Вот в Protected они попадут. Знаете, почему мы сделаем виртуалы? Ну, кроме вот этого. Вот это нам не надо. Насчет енумов. У тебя же меню есть настроек. В нем есть комбо-бокс с настройкой фуллскрин мода. Кажется, ты не Это то тяжело. стримишь. Надо стену показывать и все. Да походу. Походу. Cancel. Cancel. Или cancel, это не так пишется. Cancel. Вот так пишется. Брать. Так. У стены больше зрителей. Походу. Я вообще не понял, о чем ты там? Какая стена какая-то? Что ты там? Какие-то стены. Так, вот это мы забираем. А так на Тифай тоже, да, стырил? Да, я тоже стырил его. Подожди, не запутать с собой. Все, я запутался, где я, кто я. Это мы стырим. И сюда мы это поставим. Что-то лишняя какая-то полосочка. Это какое-то неуважение к зрителям с Ютуба. Я не понимаю, о чем, все за неуважение, какая стена, что происходит? У меня что, YouTube как-то отвалился или что? Или что происходит? Ничего не понял, но очень интересно. Это нам не надо, нам надо cancel. Completed Да нормально cancel. все на Ютубе. Это байт на переход к тебе на канал или что? Спам гидра? Да не, это не спам гидра, но я вообще не понял, о чем речь. Но пока ничего не понятно. Ну, очень интересно. Ничего не понятно, но очень интересно. Так, значит, верни вот это вот сюда. Так, вот. Потом вот так. И я сделаю вот здесь виртуалами их. Виртуалами я сделаю, а сделаю я их виртуалами, чтобы, не поверите, мы могли их переопределить. Вдруг мы захотим какую-то логику дальше навесить на эти события. Мои не озвучиваются. Я тут был периодически, если что, и стримлеру помогал. Только с Твича. Ничего не понял, но очень интересно. Становится все еще запутаннее.
Перенесли. Вроде бы перенесли. Хорошо. Так, скройся. Подожди. Он атак notify триггерит. Вот она, он атак notify триггерит. На количество зрителей на моих стримах мне все равно, ибо я там даже не общаюсь. Ничего не понял, какие-то как-то вырвано. Я ничего не понимаю. Просто как какие-то сообщения не по теме, что ничего не понятно. Мой скилл. Здесь ничего не происходит, он просто есть и все. Он виртуал. Вот этот, значит, нам надо его вернуть. Сюда. Protected он попадет. Без uFunction. Просто virtual и в override. Override. Но он, понятное дело, его сейчас не потянет, потому что он не наследуется от него. Он сделает, чтобы он наследовался от него. Я того душу шатал. Кто ты, воин? Кто ты, воин? Кто ты? Кто ты такой вообще? Пустышка я. Чей бейскилл. Владислав Прокопьев Гамедев, что случилось? Объясни, что ты хочешь? Да, это было бы неплохо. Потому что вообще ничего не понятно. Как-то оно, знаешь, вырезано. То есть, как будто бы там какой-то кусок событий вот между этими сообщениями должен был происходить. Вот какой-то вот прям... без вот этого. JBase skill. Тут, похоже, ты что-то хочешь от меня. Это ты Дейзу или ты кому? Это ты просто влетел, вот как стена у тебя какая-то, зрители, неуважение какое-то, ничего не понятно, что ты пишешь. Что происходит? Что за ужас тут творится? Так, контакт Монтаги. Это нам не надо. Здесь мы убираем. Так, спид мы убираем. Это пока... Ну, вообще, это пока туда, но пока здесь. Сейчас мы раздуплимся, и все будет. Оно всем. Override-то не реализован. Он сейчас нам будет реализовать его. А, нет, подожди, не реализован, он реализован. Мы просто хотим разобраться, банить или не банить. Не надо банить. Не надо Владислава банить. Так. Что всех банить и банить? Что за модераторы сегодня? Это характер, маус курсора, коммитабилити потом идет. Так, трейс, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, слушай, написал, что нет проблем он.
На меня... Да, деньги кули ебанаты какие-то. Власть ручки чешет. Вообще ничего не понятно. Слушай, просто я в офиге, ну... Максимально что-то непонятная фигня какая-то происходит. Что с тобой происходит? Что происходит вообще? Даня, синдром вахтера сегодня удовлетворен тайм-аутом Гидры. А чел просто синий походу. Да ну, возможно, но это какая-то жесть. Сильно непонятно, что происходит. Что за ужас тут творится? Вот такая вот история. Так, это мы перенесли. Ну, тут мы подписались, тут мы отписались. И... Ребята, вы просто конченые. А что с тобой произошло? Was banned from the channel. Ну да, странная фигня. Ну. Но на Твиче вроде нормально себе, ну как, нормально, все хорошо, а тут как бы, что происходит, я не понял. Ворвался что-то как-то. Что-то какая-то фигня. Ничего не понятно, очень интересно. Так. Да не Гидра это. Гидра... Гидра это? Да Гидра, во-первых, не так как-то пишет, а во-вторых, у Гидры, ну а что, Гидра будет чуваком, никнеймом, очень похожим на другого чувака с Твича, который, ну, что за бред? Это как-то странно. Скорее всего, там Дезовая, этот, как ее, теория верна. Дейза, человек... Что-то происходит. Короче, там. Я сбился, все, я типа в офиге, что происходит, что это такое? Что-то такая какая-то странность там. Я не знаю, что я даже делал. Так, ладно, я сейчас перенесу вот этого товарища сюда. Я хотел этого удалить. Товарища одного удалить я хотел. Вот этого покемона я удалить хотел. Сейчас все как навернется. Вернулась. Дэш наследуется от него. Он пустой. От Бейза ему не надо. У Дэша вообще ничего нету там. Ему вообще бы от обычного отнаследоваться, да и не морочить себе голову. Где здесь бейскилл наш? Это твою геймплеябилити.
Что-то вспомнилось к ёпикам. Вот такая вот штука. Короче, хочу такую вот вещь. Мы пишем так old name пишем какой-нибудь old name. Вот так вот пишем old name равен. И, допустим, пишем вот так вот attack skill. Ну, не так, а вот так. Вот так. И speed attack, допустим, был, да? Attack, старый attack. И он, короче, в редакторе не херит инфу, которая здесь была введена, а, короче, подтягивает ее. И все. То есть мы вот так вот написали, сделали сейв, все скомпилировали, запустили, он все это подтянул, а потом мы можем удалить и скомпилировать заново. Потому что rename это просто ужас какой-то, это просто беда, это нереальная история. Если у тебя дата-ассет какой-то, и ты захотел там что-то переименовать, а у тебя там уже их десятки с инфой какой-то, это все, это беда. Особенно если это структура, в которой еще 10 тысяч всяких параметров. И ты захотел там как-то name изменить. И это беда. Там есть штука какая-то в build, не в build.cs, а в другом каком-то этом есть. В другом файлике какой-то. Но она как-то что-то странно она там работает. Хочу здесь. А может и есть такая штука. Так. Что делал? Кто знает, что я делал? Так, end ability мы перенесли. Rotation он здесь запускает. Trace это его фишка, которая запускает. Кто запускает тебя? Тебя вот этот запускает. А если тебя вот этот запускает, колешо, ты тут находишься. Не по фэншую. Так, хорошо. Base есть. И для каждого нам надо создать свой. Дальше вернемся к параметрам. Как его? К параметрам. Еще какие параметры нам надо? Вот то, что я говорил по поводу всяких там эффектов этих, типа там лайтнинга, не лайтнинга, конверт урона и прочее. Ты имеешь в виду, что все доходит сумма после редактирования плюсовых родителей? О, родители так тем более, да, это да. Не, ну я имел не это в виду, но это тоже проблема. Когда ты какое-то поле меняешь название name, он-то просто не находит его. Ты когда редактор открываешь, он же ищет в сейве, он-то их сохранил, и он ищет в сейве такое поле, чтобы его заполнить теми параметрами, которых ты в редакторе заполнил. Он его не находит, он просто базовое значение туда ставит. Ты имеешь в виду, что все доходит сумма после редактирования плюсовых родителей? Это Шипчат замудрил, это Дейс не спамит. Шипчат надо написать. И ты, короче, если... Ну смотри, вот я посоздавал вот этих бейс-скиллов, у меня их там сотни существуют, допустим. И я speed skill решил изменить как-то там speed attack, допустим, переименовать. Если я переименую на speed attack, все данные, которые я вводил по всем классам вот этим в редакторе, которых у меня там десятки, они все станут базовыми. То есть где-то у меня там было 1.1, у кого-то там 1.12, у кого-то там я 2 ввел, у кого-то 3, то есть разные. Но у всех они станут базовыми. То есть, ну, если я введу здесь пусто будет, то он нулями их сделает. Если я здесь укажу там единичка, как сейчас, он всех единицами сделает новые тола. То есть он не потянет старые данные, которые были зарезервированы под speed skill вот этим. И это большая проблема. Это большая, короче, проблема. И все данные тебе надо заново вводить.
Единственный вариант там есть, я не помню, я как-то делал это, но там это, во-первых, геморройно очень, то есть там открываешь какой-то C-шарповский файл, и там такая строка огромная, ты туда кучу всего вводишь, и оно половина только у меня почему-то сработало на половине данных, а на половине данных нет. И самый офигенный вариант, который вот я вижу, это просто вот здесь вот каким-нибудь параметром old name какой-нибудь, old value name, equal, ты вводишь имя, и он просто-напросто там сам проверяет соответствие. Если есть соответствие, то здорово. Если нету, то он чпок, подтянул данные, и потом ты его удаляешь, делаешь компайл снова, и он же как бы, ну, все работает у тебя. Это самое простое. Тебе не надо никакие файлы отдельно открыть, тебе не надо ничего делать. Введите мне вот это вот, я буду благодарен очень сильно. Не то, чтобы мне это часто надо было, но все равно это как бы проблема, которую надо решить как-то элегантно. Вот. По поводу типа урона. Ну, тип урона у нас тагами как бы идет. Тагами. Но он должен быть еще... Маппер дайте ему. В смысле? Мне, я уже улетел в мысли. Так, тут бля. Класс долит, там класс, ну там еще дополнительно наделали, но... А если ввести новое поле, не удаляя старое? Не удаляя старое. И программно присвоить в него значение из старого. И после компиляции удалить старое. Программно на... Слушай, это, кстати, хорошая идея. Присвоить ему старое. Но я хочу, я ввел это, я не хочу новое поле создавать. Но это будет работать, да, если в конструкторе ты сделаешь эту штуку, да, он поприсваивает его эти значения, и потом тебе надо будет очистить... А я, кстати, не знаю, сохранит он его или нет. И на редактор именно. Тебе-то надо будет потом его удалить. Старое поле ты удаляешь его из конструктора. И это все... Да. Ну, слушай, по идее, да, это должно сработать. Это должно сработать, но, блин. Это надо конструктор, это надо... Дайте мне old name, пожалуйста. Так. Плюс видишь, в чем прикол? Если вот эта логика, которую я сказал, что если old name не совпадает, он ничего не делает. То есть нету такого old name, он не находит у себя в сейве old name, он ничего не делает. А тут у тебя, если он не найдет, он... ну, если ты поле удалил... Короче, тебе надо больше действий делать. Вот все. Именно тебе надо. Я понимаю, что там под капотом будет то же самое, в принципе, происходить. Вот эти действия. Но мне-то не надо будет их делать. Так... С классами тоже еще вот trouble. Тебе надо мудрить. Мудрить надо, короче, там общего там либо родителя создавать, либо чайлда создавать от него, потом менять в блюпринтах, их отнаследовать, перенаследовать, вот это вот всю эту историю делать, и потом только это будет все работать. В общем, как-то так там. Так. А еще когда конвертишь датасет в редакторе, он все слопывает, все вкладки, засранец. Че делал? Все. Все пропало, все пропало. По поводу конверта, смотрите, у нас, в принципе, должен быть... Ну или пока не трогать это потом надстройкой сделать, пока не думать об этом.
Пока просто базовый урон. Давайте пока базовый урон. Пока вот пока базовый урон, пока мы туда не лезем. У нас просто есть урон, пока, ну, он подтягивает, да, от этого, это физикал технически, но... Создаем новое. Присваиваем новому значение из старого. Переименовываем старое. Компилим. Переименовываем старое. Компилим. Присваиваем старому из нового. Компилим. Удаляем новое поле. Не, зачем? Ты создаешь просто новое поле и в конструкторе вводишь, что новое поле равно старому полю. Запускаешь. Он тебе его сделал. Но тут, понимаешь, в чем прикол? В конструкторе. Это означает, что ты должен все эти файлы открыть. Если ты какой-то файл не откроешь, то есть не попадет он в память, то есть не сработает конструктор, то... Да. То ничего не сработает. Да, мы не трогаем этот. Мы не трогаем, значит, мы не трогаем его урон. Пока у нас просто есть min-max. Все, мы с ним работаем. Вот тут на самом деле min-max-то min-max, но у нас еще должны быть всякие... Но они от уровня, кстати, могут зависеть. От канвы. От уровня. От канвы, от уровня, от уровня, от канвы. То есть он должен будет обработать. Void get damage. Get damage. Get damage. Знаете, почему get damage? Потому что нам надо посчитать. Нам надо его посчитать. Нам надо его посчитать. То есть бросить рейндж от минимального до максимального и выдать... подожди, а почему void? Get damage. Так ты и не ответил. У тебя есть в этом проекте меню настроек? Да, но нет. Нет, ну ты, короче, нету. Я еще не делал его. Ну, кнопочка есть, но она ничего не делает. Settings. Get damage. F mass. Блин, а он же должен будет повлиять на него. А как мы это сделаем? Run range. Damage min. Damage max. А как мы это сделаем? То есть у нас есть min max дамаг. Я хочу, чтобы какие-то... Или не делать этого просто. А в предыдущих как реализовывал комбо-боксы, построенные из перечислений стандартных, типа фуллскрин мода. Я вообще не делал комбо-боксами их. Это ж ты про виджет, там есть комбо-бокс, как-то такая фигня. Естественно, да, типа фуллскрин. Фуллскрин мода, я понял о чем ты, я понял. А что тебе именно надо, подожди? Построение, это в смысле, чтобы оно тебе отображалось как? Я там енамы в текст переделывал. Енамы в текст переделывал и... ну, и виджеты создавал. Привязывал к ним события, что они делают на клик.
их, то есть, и вот он делал это. Ну, я по-разному там реализовывал их. Но всегда сводилось к этому в основном. Это возвращаясь к вопросу фрычи для инамов. Ну там тебе зачем фрыч? Ну, это возвращаясь к вопросу фрича для инамов. Тебе он же не нужен. Там их всего сколько? Их штук 5? 5-6. Ты через Switch делаешь какую-нибудь кнопочку. И все. И у нее параметр вводи, ну, ручками указываешь, что она там. Она, ну, либо при создании у тебя через... Ну, там много вариантов, короче. Ну, можно и через это, да, по-разному, короче. Просто не люблю форы свечи делать ручками. Автоматизейшн, все дела. Так, хорошо, это мы получаем этот дамаг, дэмэдж сразу. Слушайте, а давайте его сделаем даже вот так вот. Потому что что смысл нам? Пусть он его заинлайнит, да и все. Как вам? То-то же. Так, окей. А что тебе не нравится с констом? Где я точку запятой забыл? Галакси, что ли? Так. Так, дай подумать. Мы это сделали. Пока на минимальный, на максимальный урон мы не влияем, об этом не думаем. У нас просто есть урон и все такое. Значит, отсюда мы сейчас урон дернем. Урон дернем. У нас отвалится, у нас все отвалится. Правильно? Правильно. Так. Вот. Damage range. Range.get damage. Get damage. Все, полетел он. Под тег. Так, damage. Что такое так damage? Подожди. Damage, просто damage. Еще раз, что мы делаем? Кладем базовый урон под тег. Что я хотел сказать этим? Что это такое? Но не ASC, а ASC мы здесь получаем. Тут ошибка. Не там поставил. Кладем базовый урон под тег. Set. Set by color magnitude. Это спек хендля спек эффекта дэмэджа, который, правильно, там дэмэдж рассчитывается, и сам дэмэдж, он где он? Вот он.
где-то таги дергает здесь. Он дергает их. Фу, так давно было. Значит, чтобы параметры получить всякие разные. Calculate атрибут магнитуде. Accuracy Evasion, чтобы получить и рассчитать их заранее. Ну, потому что если мы там промазали, то нам нет смысла эти получать параметры силы, там critical chance, армора и так далее. И мы рассчитываем вот этот final damage, после чего я пока не очень понял, что он там за так передает. И можем ли мы его здесь где-то дернуть в калькулейте, экзекьюшене там. Скорее всего, можем. Chance, critical chance calculate. Угу. Здесь у нас calculate силы. Modify data, get health. Sun gameplay effect to actor. Это мы, то, что мы промазали, эти штуки отсылаем, как их делегаты в эти. Угу. Ладно. К этому мы потом вернемся. Сейчас мы все равно с этим не занимаемся. Я же сказал, что мы не трогаем пока эти, но может быть это вот здесь это происходит, потому что мы заполняем spec handle, и потом мы его передаем в качестве дата в gameplay эффект, который у нас кто? G damage вот этот. Gameplay эффект. А он как gameplay эффект идет, damage calculation этот. Execution, точнее. Gameplay эффект execution calculation. Он не там указывается. Это он в нем указывается. То есть там мы просто лысый создали, и там указали в нем как раз таки вот этот execution. И все параметры в нем указали в gameplay эффекте. Кстати, вот в самом геймплей эффекте мы можем указывать эти параметры. О, тогда такой трэш будет с отображением. Это надо будет забираться в класс тот. Мы как бы забираемся в вот этот класс, чтобы достать. Мы же это все делаем, чтобы информацию доставать, которая нам будет отображаться. Он забирается в этот класс, а потом в нем достает другой класс, и в нем забирается в ту инфу. Это просто такая цепочка пошла. Но, скорее всего, мы просто метод сделаем, который нам там get инфо какой-нибудь возвращает как-то, и все понеслась. Скорее всего, там team-up, где у нас есть вот этот tooltip тексты всякие, где у нас там названия и иконки. Вдруг там иконки нужны, хотя там не нужны иконки. И все эти параметры, штучки-дрючки. Вот. Да. Так. Что мы делаем? Сейчас мы возвращаемся в нашу
нашу, куда в нашу? Тултип этот. Вот этот тултип. И думаем. Думаем. Как бы скилл сделать сейчас? У нас name заполнять. Description нужно. Просто введем description. Просто здесь level name. Description, просто description. Он всегда существует. Он такой красивый, молодой. Только есть проблема. Есть проблема. В том, что я-то хочу description, наверное... Как я хочу? Я хочу вначале вот эти все параметры, потом name, параметры, description, а потом requirement. Чтобы так отображалось. С этим есть проблема. Потому что description мы как бы... так, а в чем проблема? Просто взяли, создали и заполнили. Зачем нам вот это вот? Правильно. Просто вот этот тул создаем именно после вот этих талантов, после этого и до requirements вот здесь вот. Мы берем, создаем виджет, create widget, бла-бла-бла, вот он его создал. Вот это нам все не надо. Description, скорее всего, будет пустым. Будет пустым, он просто красавчик и все. И из вот этого deability мы достаем talent description, все. И add child. Все. Давай посмотрим, сейчас это работает, нет. И потом в скиллы залезать будем. Но походу нам придется их перебирать все-таки вот ручками. Прям ручками, именно ручками. Осуждаю такие дела, конечно. Оп. Fury Health, отлично. Только он не рассосался почему-то. Да что там 50, он как-то зачем-то перенес ее, он не подвинул ее, а перенес ее зачем? Я не понял вообще этого. Зачем так делать? Непонятно, ладно. Все, уходим отсюда вам. Вообще на перерыв бы пойти, как думаете? Кофеечку поделать бы. Так, и мы вот здесь должны теперь работать. Иди, все, мне разрешили. Все, модераторы мне разрешили. Все, мы идем. Погнали на перерыв. 5-10, максимум 15 минут продолжим, окей? Так, продолжим продолжение наше. Должен продолжать. Итак.
Так. У нас дата... Все дата там. В геймплей ability. Да, то есть в DA ability. Ability у нас есть... ability? Что у нас там есть вообще? Как это называется? Skill Gameplay Ability. С возвращением. Ты в курсе про существование Lex to String? Lex to String? Не, что за Lex to String? Что за Lex to String? Так, у нас есть вот этот товарищ. Get Default Object, да. Get Cooldown Gameplay Effect класс. Что-то не то уже пошло, он что-то сам тут напридумывал. Надо бейс подключать. А даже может и не бейс. Все же надо сделать здесь метод, который будет возвращать что-то. Что он будет возвращать? Что нам надо? Нам нужен текст. Правильно? Нам нужен просто текст, по факту. Нам нужен просто текст. Нам надо, чтобы он просто текст возвращал. По-хорошему, он будет возвращать тем... Ну, в случае с янамами достает из перечисления имена. Это возвращаясь к свитчу и автоматизации. Так, еще раз, в случае с янамами достает из перечисления имена. Так он просто конвертирует янам в стринг. Вот это вот история. Так. Skill Gameplay Ability. Но лучше не так делать. Ты же понимаешь, что если ты сделаешь вот эту вот фишку, у тебя локализация потом работать не будет. Лучше создай какой-нибудь тимап, где у тебя ключом будет вот этот enum для настроек, а в value будет текст. И введи ручками это все. Тогда у тебя при локализации это все подтянется, и ты потом, потом все будет у тебя, короче, хорошо. Так. Вот так вот. По поводу геймплей ability. Нам надо бейс подключать в любом случае. Вот этот. Бейс подключать. Вообще без вариантов. Ability. Yes. Slash base. Что-то там skill, да, вот. Gameplay ability base skill. Точка. Что за точка? Что он не хочет? Что мне нравится? Has no member. Я не с того тащу. Подожди, балбес. Get default object, да. Вот. И он как раз таки получит здесь наш... не совсем наш. Не, он наш возвращает. Get default object он возвращает наш. Соответственно, мы его засунем сюда. If... да что такое? If you gameplay ability base skill base skill. Ну, если быть точнее, то в char конвертит. Но это лирика. Мне, например, нафиг не нужна локализация для Fullscreen моде. Windows и Fullscreen Windows. Ну да, ну да. Ну, если так, то да. Ну да, ну. Так, const. Подожди, как мы это делаем еще раз? Get default object.
Cannot be used, initialized to any const. Все-таки геймплей, эффект, да. То есть помимо этого нам нужно его еще и в каст засунуть. UGA Base Skill. О, ужас, правда? А что ты с настроек начал лучше свой проект делать? Ты, мне кажется, не с той стороны ты начал. Или как? Давай вот так вот, через скилл. Хорошо. Там D, там J. И мы должны вызвать метод, который нам вернет teamup. Teamup или просто array. А что там будет? Там просто f-текст. А teamup что? Нам не нужен teamup. Нам же нужно по факту вот это сделать. То есть вот это вот нам надо Я сделать. сначала делаю, а там уже решу, что буду делать в итоге. Настройки — это core механика для любой игры. Ну как? Ну это core, но не core, но, блин. Ну, тогда через эти делай их, через плагины, как плагины ее делай, чтобы потом реюз можно было easy делать. Я тоже, когда буду делать к этим, я через плагины сделаю, чтобы потом вообще к ним уже не прикреплять. Потому что это такая духота с этими настройками. Их сделать один раз и не морочить себе голову. А вот раньше, короче, надо было так еще с тех времен делать это. Ну, в общем. Короче, нам вот эту вот штуку надо будет сделать. И сюда передать текст. Сюда передать текст сам. Сами текст. Сам текст. Умка — это душно, соглы. Да. Все-таки const f текст. Сам текст. Текст. J tooltip текст. Нет. Не совсем так. Не совсем так. Сюда текст вставляется, а здесь будет get tooltip texts. Вот так вот будет. Get tooltip texts. Который у нас будет возвращать f-текст. Получается, он будет его возвращать копии. Ну, ничего страшного. Ну да. Ладно, я понимаю, я пишу с нуля. А оказывается, в игровых движках нет стандартизации настроек. Капец. Не, она там есть. То есть там есть методы всякие, там, чтобы разрешение поменять, все это есть. Там просто виджет это все добавить, чтобы пользователь это все видел. Там вот это начинается, то есть там янамы, допустим, вот ты когда выбираешь, что ты делаешь, там скрин, full скрин, не full скрин, это все под янамами там спрятано. И тебе же надо янамы в тексты отобразить, чтобы это было у тебя там выпадающий, не выпадающий, там, или выборка вот этих вот кнопочек. И это все надо сделать красиво. И чтоб плюс-минус он само это сделало, а не все ручками ты там в виджетах. И вот это вот духота там. Когда начинается вот это туда, короче, такая, фу. Мне не понравилось, когда я это делал. Очень сильно жалею, что я сразу плагином это все. Я бы сейчас сделал бы плагин, я туда вообще не залазил, не смотрел даже, что там не ломано, не сломано. Пофигу вообще. Так, get tooltip текст.
смотрите, мы идем в base skill, вот здесь пишем virtual, ftext, get tooltip texts, const, да. И он нам всю эту сборку сделает, но есть один маленький нюансик. Он должен в себя будет кое-что принять. Знаете почему? Потому что я не хочу кое-что делать. А что мне нравится? Мне нравится, что здесь FTX, но... Что он хочет от меня? The object has quality not comes with UGA by skill get tooltip text. Object type is const UGA by skill. Huh. Are and none was found. Was not found. Реализация не была найдена, или что, ничего не нашел? Или я это не скомпилил? Найти по копиям, не? А, я ж текст... Блин, дебил. О, все. Стою на асфальте в лыжи обуты. То ли лыжи не едут. Как я осуждаю себя? Так, TRA. Че оно и правда не работает? Говорит, что нету такого, а я не могу понять, раздуплиться. Он же возвращает текст, а не этот... Не array нужен. Так, хорошо, сделали мы его. И понеслась собирать информацию. Почему он virtual? Потому что у нас чайлды могут иметь всякие параметры, которых нету у этого. И, ну, короче, мы понимаем всю эту фишку. Так вот, вернемся к тому, что именно он должен принимать. Он должен в себя принимать вот этот base tooltip DA. Он должен принимать в себя base tooltip DA. Знаете почему? Обалдеете. Потому что в нем будут те ключевые слова, по которым мы будем их комбинировать. Нам надо собрать ftext. А чтобы не дублировать эти все слова, постоянно не висели лишние указатели на тултипы эти, мы его передадим. Вот он. Мы его сюда base to тип. Делаем. Base tooltip. Хорошо. Сделали. Потом подключим Data Assets. Tooltip. Base Tooltip. Хорошо. Есть. И теперь мы с этим работаем. Дай подумаю, а как мы, подожди, с этим работаем. В Base Tooltip там есть, который атрибут принимает. А тут у нас этого вообще нету. Как мы будем понимать, откуда мы достаем его? Просто если взять вот этот tooltip, который мы делали, тут у нас тимап, где этот
и отдельный текст. Это что, мы будем под каждый параметр текст заводить? Мне не нравится. Надо думать. Под каждый параметр я не хочу заводить. А как сделать тогда? Нам-то надо, нам надо. Очень надо. И ключиком надо, чтобы оно было. Допустим, speed skill мы прописываем, да, и там же ключик должен быть описан так-то. И сам ключик, да, он тоже, это 2 заводить на каждый параметр, то есть сам ключик и сам этот, и сам текст. Оу. Ну да, у нас тут как бы f-tooltip текст заводим и все. Один он. Но а как нам его связать? Ручками-то понятно, мы просто прописали все. Тут параметров пока немного. А потом их станет 10, 20, 30, 100. Мы охренеем этот список держать. Янамы. Но янамы тоже надо связать как-то с статами. То есть ты никак не свяжешь со статами их. То есть у тебя вариантов нет никаких, кроме как ручками. Если ты вводишь, у тебя сам принцип вот этот построен на идиотски на этих тагах, ты ничего не сделаешь. Ну, потому что вот эти вот штуки, у него ж нет атрибут сета, это скилл, у него есть свои параметры. Они отличаются, то есть у тебя нет здесь атрибут сета, чтобы вот эту фигню сделать, как в тултипе, здесь есть в геймплей атрибут. Соответственно, ну, ты просто обычным полем его вводишь. А обычное поле ты можешь связать только ручками. Ну, с чем угодно. С чем-либо, только ручками. А вот делал бы через янам, просто тимап сейчас бы с этими янамами сандалил бы, и все бы таланты наши были бы, все наши эти... Как больно... ну, эти атрибуты всякие и прочее. Вот все было бы здесь, и все бы хорошо было бы. Все быстро бы связали. Там тимап для значений, там тимап для текста. Все. Быстренько шух-шух. Там файл, там find. 2 строчки написал кода, и все работает. А вот здесь только ручками, я других вариантов не вижу. Проблема еще в том, что на каждый надо создать вот эту структуру, где у нас ключ и описание будет для каждого его. Здесь я не буду, потому что, ну, а смысл нам здесь создавать, дублировать. То есть каждый скилл будет, каждому скиллу одни и те же описания вот эти давать. Speed skill, это бред. У нас он в тултипе находится здесь. Base tooltip gameplay ability мы делаем какой-нибудь. Так, оп. Здесь вот так, оп. Gameplay ability. Gameplay ability. F tooltip. Tooltip текст. Что там по очереди? Damage у нас или speed skill, cooldown. Cooldown там, speed skill первый идет.
Speed skill. Потом cooldown time. Потом damage. Damage range. Дамаги. Дамаги, ранги. Какой ужас. Это ужасный ужас какой-то получается. Value сразу. Но главное, хорошо, хоть мы вот это сделали, он подставлен здесь сразу. Вжух, и все есть. Вот этот бы курант еще и макс бы переделать, но это потом. Допрем. Блин. Ну хорошо, это мы сделали все, и у него есть эта вся история. И мы ручками ее заполняем. То есть берем и обращаемся к speed этому. То есть у нас вот ftext, t-array, t-array, ftext, tooltip texts, tooltip текст и но это не, подожди, там же через аргумент он достает. Как это делается? Он же там вот этот args создает и в него добавляет, а потом его туда передает. Я вот это скопирую. Эти шпаргалки. Args вот мы создали. Потом мы заполняем args. Вот сюда вот идет наш текст как раз таки. Вот сюда вот значение. Точнее, сюда ключ идет. А туда идет значение. Вот, а потом сюда мы передаем args. Args, args. А сюда мы передаем сам текст. Из тултипа, который мы достаем. Из тултипа мы достаем speed. Speed skill. И в текст он возвращает. Еще мне нравится здесь. С этим потом разберем, что он там хочет. Вот этот ключ мы берем из base этого. Подожди, потому что description текст. Вот. Так, вот тут мы speed skill мы передаем key текст. Но да. А value это наш speed текст. Speed skill. Speed текст, speed skill. Вот. Да. Это нам не надо. И вот таким вот образом мы его заполняем. Единственное, что, по-моему, можем вот эту пачку... вот эту пачку сделать, мы можем ее сделать сразу. То есть нам не надо вначале это, потом очистили заново. То есть мы можем сразу подобавлять вот это вот. Просто он не на... Ну да, ключ, и он вместо ключа подставит вот эту штуку. А потом мы передаем. Точнее, там будет храниться и ключ, и что заменить. И, соответственно, если в description он такого не найдет, он это не сделает. Единственный минус это то, что он будет очень долго это делать.
То есть, если мы сразу их позаполняем, то он же будет там пробегаться по всему, то есть по всем этим ключам. Хотя логично было бы по этим найти в этом. Нашел, не нашел, подставил, пробежался, нашел, не нашел. Ну, ладно, мы сделаем так, потом все потом. Дальше кулдаун у нас идет. Кулдаун тайм. Cooldown time. Дальше у нас идет damage. Вот с дэмэджем интересно все получается. С дэмэджем очень интересно все получается. Там еще и минмакс должен быть. Помимо этого. Сейчас мы сделаем дамаги. Damage range. Дамаги ранги, да. Но не совсем все. As number. Он as number хочет. Ты понял? Же as number хочет, а тут структура наша. А нам надо минимум и максимум еще дополнительно передать. Но у нас есть для этого отдельная штука. В тултипе. В тултипе у нас есть для этого отдельная штука. Это вот это. Key current и max value. Key current. Из вот этого. Да, без этого, без номера. Current value текст не понял. Блин, он из string идет. Блин, не, подожди, это преобразование его в string. Нет, 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 нет. Ну как мы его преобразуем? Подожди. F-текст. А, это же кей, подожди, что мне значение надо, Damage range, нам же кей сюда надо передать, зачем мне этот? Вот здесь мы делаем damage, возвращаем f-текст, сам себя запутал, f-текст is number, дамаги. Ранги точка damage min. Вот сюда вот мы как раз таки передаем key current value текст. 10 max damage max. Вот. Значит, tooltip текст нам не нужен. Damage. Нужен, только там ключа не будет. Именно этого ключа. Ну, он не нужен нафиг. Так, где я? Хорошо, это он все сделал.
то теперь нам надо по такой же очереди все добавить этот. Только вот с дэмэджем немножко иначе все должно быть. Ибо он один. Давайте вот так сделаем. Добавляем. Cooldown. Description текст и аргументы, да. Здесь damage. Damage range. Так вот это все делается. Ну и возвращаем мы этот array. И возвращаем мы этот array. Возвращаем мы этот array. И с этим array мы заполняем нашу эту штуку, и все должно работать. Сейчас только tooltip надо заполнить. И все. Только это, правда, это чистые будет, это не без учета. А хочу ли я отображать с учетом? Это вопрос, однако. Хочу ли я отображать с учетом всех приколов? А, я что, тултип-то не заполнен. Так, вот они пошли. Speed, cooldown и damage. Key text value, да, value, значит, speed, skill. Speed skill, хорошо, есть. Speed skill, только не есть, нифига. Двоеточие value. Это у нас что? Cooldown, cooldown. С дэмэджем все интереснее. У нас дамаги двоеточие. Потом current value, пробел, тире, пробел, max value. Вот. А теперь можно посмотреть, кто такой Slam? Немножко не то мне открыл, что я хотел. Skill Gameplay Ability. Нету его. Мы же его не создали еще, правильно? Вот теперь его надо создать. Какой-нибудь Gameplay Ability. Ability с Attack, Player, с Knight. Night. Knight. Base skill. BP Slam. Не все, не просто Slam. BP книгах-то. Пури Slam. Вот так вот сделаем. Так, все закрыть. С его открыть. Все, вот его параметры. Вот как раз таки вот эти вот все приколы, которые я говорил. Тут кучу тагов имеется.
И погнали. Damage range, допустим, от 1 до... ну, это сам, ладно, давайте чуть путевое сделаем. От 2 до... Путевое 2 сделал. В 1 стало 2. Ладно, давай от 5 до 10. Это все потом. Skill speed 1, cooldown time 5 секунд. Указать теперь его сюда надо. Night Fury Slam. Есть. Блин, а я тут надеюсь, он как геймплей ability принимает. Оу. Просто может быть сразу нашу подключить туда. Тогда нам каст не надо будет делать. Но мы сюда вроде дэши всякие не делаем. Если такие родители какой-нибудь... Вот это ты глотнул, дядя микро уловил. Так получилось. Так. Ладно, может быть что-то потом. Так, все это закрыть, еще раз открыть характер play skill Fury. Все есть, все работает. Подожди, а почему speed skill 5? Значит, cooldown 5, skill slam night. Slam night это понятно, это описание, вот description. А что значит speed skill 5? Я там cooldown time что ли ввел? Где там? Speed skill. Speed skill, cooldown time, все как бы окей. Я понял почему. Вот это то, о чем я говорил. Потому что у нас кей одинаковые, он их, короче, поменял все. Он их перезаписал из-за того, что кей одинаковые там. У нас-то везде валуя. И поэтому беда. То есть, либо здесь разные кей должны быть. Либо вот здесь мы их должны по очереди делать. И вот этот должен постоянно опустошаться. Точка empty делать его. Ну или просто вот так. Иначе у нас беда будет. Нашел еще одну фишку райдера. Можно поиск Тодда делать по проекту. Ты серьезно? Смотри. Да и ты чё? Это тут есть. Это не уникальная фишка. Так.
Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Ну, значит, надо делать так, да. То есть после каждого его чистить. Тут нам не надо его чистить, но вдруг добавится еще что-то, чтобы... Вот, тогда он не будет его перезаписывать. Ну, либо ключики, вот эти вот key текст, он должен быть разный. Ну, а если ввели одинаковое, то это беда. Он перезапишет, потом поймает, почему он его перезаписал. А так мы гарантируем, что он его не перезапишет. А вообще, по-хорошему, можно даже не создавать его и не перезаписывать. Подожди, он же здесь не по ссылке его принимает? Блин, он по ссылке его принимает. Я понимаю, что не уникальное. Но там даже отдельный этап для этого есть. А, типа табс, в смысле этот? Круто. Круто, круто, круто. Блин, вот если бы он не по ссылке его принимал, вообще была бы красота. Мы бы его сразу сюда передали. Тогда не надо было бы этим заниматься. Вот, теперь все работает. Speed skill 1, cooldown 5. От чего 5? Вот скажите мне, пожалуйста, чего 5? Что такое 5? Что такое 5 cooldown? Что такое speed skill 1? Что это за цифра? Что это значит speed skill 1? Чего 1? Cooldown чего 5? Чего 1? Чего 5? Если 1 на самом деле это должно быть 100. Что, ну, что такое 1? 100%. Это как сделать, чтобы он спидскилл превращал в этот? Не, я могу сделать, умножить на 100, сотню просто его в этом. Ну, скорее всего, так и надо будет сделать. Нужно на сотню его в описании. А вот это секунды надо добавить. Здесь вот cooldown. Ну это уже у тебя надо спрашивать. Ты где вводил эти данные? Не, я-то знаю, что это за данные. Я просто вот так размышляю. Вот наводит человек, и что это значит? Что это значит? Speed skill 100. А 100 чего? 100% пусть будет. Наконец-то. Так, damage. Вот так вот мы сделаем. И вот здесь speed skill мы умножим на 100. Magic. Будь здоров. Раз ты большой. Спасибо, да. Буду расти, да. Магические числа. Сейчас будем триггерить кого-то. Особо одаренных. Так.
Ну, сек, наверное, лучше пробел поставить. Удан 5 seconds. Damage 5-10. Наверное, тоже пробел лучше убрать. Здесь вот. Здесь вот добавить. Оп. А откуда там пробил? Я сейчас дам больно. А откуда здесь пробил-то взялся? Max value. Фигак здесь пробил взялся. И че по итогу скажешь, как тебе газ? Ну, он как? Оно-то, конечно, прикольно в плане того, что тебе многие вещи не надо ручками делать. Это удобно. То есть ты, ну, стандартизация. То есть если, допустим, человек плюс будет какой-то к проекту, то он сразу в теме, что как работает. Это хорошо. Но он громоздкий, и многие вещи ты, ну, ручками вот так вот делать. Ну вот посмотри на вот эту вот порнографию. Ну вот, что это такое? Что это такое? Вот это вот. Что это такое? И это у меня почти ни хера нет никаких атрибутов. Ну это вообще ни о чем. Это мало атрибутов. То есть тут нет интеллекта, ловкости, каких-то там резистов, нет пробития этих резистов, еще всякого говна. Ну то есть и вот это вот все тебе надо заполнять. И вот здесь, естественно, все это растет. И это только эти атрибуты всякие. Если ты хочешь геймплей эффект заюзать какой-то, то есть, ну, что-то случилось, ну, допустим, даже обилка, то ты тянешь кучу параметров, которые, допустим, тебе не нужны. То есть ты не можешь, как бы, если ты свою создавал вот эту вот иерархию, да, у тебя вот есть там же тот же E-Object, ты его создал, и у тебя есть там, допустим, тот, кто использует какие-то фишки, тот, кто не использует, ну, иерархия своя. А тут ты тянешь какие-то дополнительные геймплеи, вот эти вот штуки, которые ты, допустим, не используешь, которые работают, которые дальше добавляют, то есть он открывает, ну, он-то не открывает массив, но тем не менее они-то в коде там делают, он всю эту пачку пробегает по ним. Потом всякие булы тянешь, которые тебе не нужны, всякие эти тянешь, которые тебе не нужны. Ну, в общем, он громоздкий очень. То есть вот за счет этого оно как-то внутри сидит, как-то что-то не нравится мне. Потому что ты лишнюю инфу тянешь. Много чего. И то, что ручками много чего надо делать. Вот этими вот. Вот эту порнографию всю. Вот это вот надо делать. Громоздкие штуки все. И вот это вот надо делать. Хотя самое интересное, что там внутри тимап сидит. Самое интересное, что для них, засранцев, там тимап сидит. То есть они его преобразуют в тимап, по-моему, именно вот атрибуты. Я там их открывал, смотрел. Там, по-моему, тимап сидит. Или не здесь тимап сидит. Не здесь. Вот, хотя это же он и есть. По-моему, они его в тимап суют. Вот этот атрибут метадата. Не помню, где я видел. Но это тимап, но это немножко не тот тимап. Дата мап, хотя. И через таги они обращаются. Или это в геймплей ability, в общем. Или это сами обилки, когда через таги там идут. Они в тимап его засовывают. Ну, в общем, короче, он громоздкий очень. Вот это вот мне не нравится. То, что... А так, в принципе, неплохо. Ну, на 6-7 я бы его оценил из 10. Yes. Вот. 6 до 7 где-то так. Да. Ну, здорово сделали, мы молодцы. Не, ну молодцы. Ничего еще сказать. Теперь слэм давайте делать. Что такое слэм? Или мы не будем слэм делать сейчас? Что мы будем делать сейчас тогда?
Понятно, значит надо покурить его. Может пригодиться. Не, ну да, да. Ну, вот если, конечно, вопрос так задавать из разряда, надо ли его покурить или не надо, как говоришь, то, наверное, надо. Наверное, надо. Так. О, ну, очень громоздкий, блин. Я как понимаю, что вот тебе, чтобы таланты завязать, это надо. Кучу классов он создает по факту, там, потом из них данные тянуть, хотя, ну, ты буквально, если ты делал свою, там, 2 строчки ты прописываешь кода, он простые манипуляции с данными делает, и все. Тут именно, короче, больная тема. Ну и таги, это боль, это и удобство, и боль. Это удобство в редакторе, то, что ты указал, это вложенность, перебор, все дела, это дико удобно, но в коде перебор невозможно делать тагами, вот ты ничего не сделаешь. То есть у тебя есть пачка каких-то статов, ну то, что я сейчас сделал, ты ничего с ними не сделаешь. Единственный вариант это, я не знаю, это как в тимап какой-то самостоятельно создавать и там их добавлять. Есть какие-то примеры крупных тайтлов, использующих его. Лира не в счет. Fortnite. Как его? Ну вот этот. Там, где герои Marvel бегают. Marvel Rivals, по-моему. Его используют. И... Больше я не знаю. Я больше не знаю. Я даже на Unreal не знаю, кто еще сидит. Ну, короче, это стандартизация. Вот это какой я вот могу принять плюс на 10 из 10, это стандартизация. То, что человек, который у тебя в компании не работал, но который работал на ГЭС, он в теме. Что там происходит. Его обучать не надо. Но с точки зрения оптимизации это прям... Там много чего лишнего. То есть, вероятнее всего, твой проект, ну не в смысле твой, а в смысле вообще наши проекты, которые мы делаем, они не будут использовать все, что в нем есть, а это будет создаваться, и это будет бегать там по коду, делаться, проверки всякие и прочее, а оно будет. И вот это беда. Беда. Так. КСТА в Лире настройки плагином подтягивается. Не в курсе. Но если там плагином именно они сделаны, то да. Ну, ты их просто вставишь, и все будет у тебя. Так, давайте по очереди сделаем сейчас слэм. Сам слэм именно, он тут от бейса наследуется. А мы именно сделаем наш слэм, потому что у него логика-то должна быть какая-то, правильно? Сейчас что-нибудь намудрим. Может, монтаж даже скачаем. Геймплей, эффект. Всякие. Ну, вот что в GS удобно, тебе не надо всякие состояния еще писать вот в этих вабилити. Здесь через таги у тебя, когда обилка есть, она может эффект, она может добавлять, и когда закончилось, убирать этот геймплей таги. У тебя вот в этой компоненте всегда таги висят, и ты можешь вот здесь вот просто ввести, допустим, cancel abilities with tag, то есть у тебя обилка может быть отменена каким-то тагом, заблокирована, то есть ты ее не юзнешь, если этого нету, то есть вот такие вот штуки, вот это тут... Это тебе не надо писать самостоятельно, думать, где это все, как это все делать. Это уже есть. И прочая история. Так, погнали класс новый создавать. Погнали новый класс создавать. Base skill. Skill. Knight, Fury, Slam.
Или КФ использовать, Knight Fury. Там М будет, ну, потом запутаешься, нет, Knight. Fury Slam. Угу. Единственное, что можно разделить вот таким вот образом. Gameplay Ability относится к Knight Fury и сам название этого. Или все в пачке их, или разбить на Knight и прочее. Наверное, лучше разбить на Knight и прочее. Не то чтобы там их много будет, но лучше разбить все-таки. А если мы разбиваем... Не, оно же одинаковое, это не, потом не пойдет оно. Так, create класс. Create класс. Но скиллы, кстати, мне потом боком выйдет, потому что не у всех есть дэмэдж. Вот то, о чем я говорил, лишняя информация. И мне, допустим, тот же дэш, если я захочу вот сюда его добавить. Сюда. Сделать не U-Gameplay Ability, а сделать этот UGA Base Skill. То я не смогу сюда дэш какой-нибудь указать, или тот скилл, который не наносит урон. То есть он что-то делает, но не наносит урон. И по-хорошему бы base скилл брать у него дэмэдж и перенести его куда-нибудь пониже. То есть base speed skill у всех есть, cooldown time у всех есть, а дэмэдж не у всех есть. И сделать какое-нибудь разделение, где у нас дэмэдж, не дэмэдж и прочее, это вся шляпа. Ну, то есть забафывающиеся всякие штуки там и прочее. Соответственно, туда же и структура улетит. Но потом. Вот как вот тогда и так. А пока вот так. Вот так. И это, кстати, приведет к тому, что у нас вот этот товарищ, где мы тут делали get default object, нам не нужен каст здесь. Оп. И оп. Ну и плюс мы ничего лишнего туда не укажем, кроме как наши. Вот так. Вот так вот. Хорошо, слэм. Как у нас вообще работает эта вся атака? Давай по примеру. У нас есть Activate Ability и End Ability. Да? End Ability мы ничего не добавляем. У нас там уже все работает. Activate Ability. Мы берем сюда его шлеп. Кстати, да, я хотел вот эту штуку сделать. Все, полетел. Он вызывает супер. Супер у нас это вот эта вот часть. Activate Ability. Это вот эта вот часть супер. То есть он здесь запустит монтаж, который у нас есть.
он запустит всю эту историю и бла-бла-бла-бла-бла. Нам нужно переопределить, он атак Notify триггерит. Дополнительно теперь. Он атак Notify триггерит. Так, берем. Прицелился, попал. Переопределить его. Override. Ага. Ну, супер мы не вызываем. Там нечего работать ему с супером. Подожди, еще одна мелочь, очень важная. Нам надо вот это сделать обязательно здесь в конце. Он атак Notify триггерит. Мы запускаем... Запускаем. Что мы запускаем? Мы запускаем наш этот эффект. А какой эффект? Надо подумать вначале. Где этот Миксама? Как он задолбал меня выбрасывать из моего аккаунта, честное слово. Something went wrong. Ну, молодец, да. Есть так. Так, слэм. Вообще есть что такое на слэм? Слэм. Что-то кунг-фу есть только какой-то. Но это обычная атака. Не, конечно, мы можем сейчас обычную атаку просто подвязать и все, чтобы она работала. Потом как-нибудь разберемся. Давай атак ведем. Атак. О, вот это вот мне подходит. Вот это мне подходит. Бам, так именно бам. Там именно бам, а там именно бам. Хорошо. Как мы скачиваем? Download нажимаю. Так, without skin. Download. Давай запустимся. Сейчас с этим просто надо наглядно понимать, что происходит там. И все будет окей. Кстати, не посмотрел, не отвалилось ли чего. Все ли у нас работает после наших там изменений всяких там. Ну да, все работает. Здорово. Может, пивка лучше попьем? Здорово. Пивка, говоришь, лучше попьем. Интересное предложение. Так, ну урон у нас отвалился. Потому что мы урон удалили, у нас там дэмэдж 0,0 у этого скилла, логично. Предложение очень интересное.
Давай, до мили атака. А у них 10 хп, по-моему. Надо хп снижать enemy. Давай от 2 до 12. 4 до 12. Интересное предложение. Оп. Оп. Че, все, да, много урона наношу, что ли? Макс. Давай. Давай хп 7 увеличим. О! Видали, видали? О, видали? Не все хп отняло. Стрэнг минус. Ну давай, минус стрэнг. Сработает, короче. Так. Слэм. Так, я скачал. Ой, материал стенки. Сама. Вот ты молодец, взял мне, закрыл его. Так, импорт. Вот так вот, оп. Видали? Вот так вот, оп. Вот такой вот сейчас будем делать. Так. Так, ретаргет анимейшн на нашего Кнайта. Ага. Там по мейл он идет как ДКМ full идет. Ага. Full. Фил. Молодец, full. Вот, да. Expert Animation. Ну давай сюда, куда еще? Экспорт Animation, экспорт. Так, открой ко мне этот, я подсмотрю. А так, триггер бейс. Угу. Это наш триггер срабатывает, когда мы что-то делаем. И мы в Notify добавляем. Подожди, стой, где? Вот здесь вот где-то. Так, триггер бейс, все. Окей. Думаю, окей. Оп. Оп. Есть же, есть же. И сюда мы его вставляем. Или это монтаж. Оп, поехал. Вот он, красавчик. Ага. Ага. Дэмэдж мы еще пока ничего не делаем. Там не существует его. Play Slam. Доброй ночи, доброй. Привет, что за игру делаешь? Привет. Survival. Vampire Survival и Diablo. Вот что-то между. Так вот.
Диаблоид такой получается. Так, void. Даже в private. Вот void. Apply slam. Apply slam. А чё? И, кстати, можно было бы сразу здесь... и не морочить себе голову с вызовом метода. Мы сделаем так. Самое интересное, что тут то же самое это происходит. Rotate character to mouse cursor нам нужен. Так-то. Так-то нам это надо. Так-то нам это надо. Attack trace нам тоже нужно. И самое интересное, что нам вот эти вот все параметры нужны будут. Чтобы он делал их. Единственный это параметры подогнать, чтобы он немножко по-другому их сделал. Ну там эффекты, конечно же, а так по сути это тот же самый удар, как и обычный. Ничем вообще не отличается, он только этими отличается. Параметрами этими отличается. Суть-то одна и та же, ему надо отрисовать эту штуку, и все. Тебе буквально можно было просто player melee attack передать и вызов сделать. Через это и не надо слэм делать. Просто у него другие параметры и все. Единственное, что там вот с конвертацией, вот, melee attack это обычно так, у него нет этих всех приколов. А у того они будут потом. И можно вот как раз таки общак завести. То есть вот эта melee attack, она обычная, она может наследоваться от общака, и нужно какой-то класс придумать, который, ну сейчас у ГПТ спросим, как его назвать, который будет, вот есть базовый бейс, вот этот бейс скилл, а нам нужен именно для мили атаки именно плееровский, потому что у enemy ему не надо поворачивать на мышку, а здесь тоже надо повернуть в сторону мышки, поэтому у нас вот этот метод, он-то будет тоже выполняться. Соответственно, нам надо его, короче, нам надо его будет сделать, перенести, то есть, чтобы он вообще кеп был. Да. Ну, погнали, спросим. Сейчас создадим этот класс, туда все перенесем. Player melee attack сам мы его вообще удалим. То есть удалим там класс и там класс. Мне не нравится и название, мне не нравится. И по факту он будет делать будет этот. Так, ладно, погнали, у ГПТ спросим, где он тут. Ага. У нас есть вот этот вот. Нужно еще с дэмэджем ему объяснить. То есть класс дамага еще должен быть. Мы потом можем создать. Потом, ладно.
Как ему объяснить? Это скиллы именно вот, которые вот, ну, это мили, но не обязательно мили. Мы-то можем, ну да, этот мили именно. Потом его подвинем по этим. Ладно, пусть сейчас даст нам. Так, бейскилл нужен, бла-бла-бла, мили скилл, молодец. Мили ты не привязаны, ну это супер очевидно какая-то история. А еще какие варианты? Close combat, мили, трейс, скилл. Мили, а дальше уже эти пошли. Важно, где это? Ну, оно-то логично, что, конечно, мили, но... Короче, он мне предлагает мили скилл создать. А если мне надо будет потом мили скилл и один с дамагом и без дамага, то от бейс скилла я должен буду отнаследоваться и создать там какой-нибудь damage non-damage, условно. Не damage on damage, а damaged. А остальные просто от этого наследуют бейса. Там разберемся. Короче, мили, хорошо, все услышано. Кстати, закрыть, зачем он его проигрывает. Бейс скилл. Как вот классы создавать, вообще кайфовая тема. Бейс скилл. В скобочках не очень. Мили также у нас дойдет. Мили, да. И вот тоже вопрос, а плеер обозначить? Подожди. А плеер обозначить? P и enemy, да? P мили скилл. Потому что... В любой непонятной ситуации создавай класс. Ну да. Ну так это, кстати, правило всех, почти всех паттернов программирования. В любой непонятной ситуации создай класс. Делают одно и то же, но отвечают за разное. Вот и все. Любой, наверное, паттерн не возьмешь какой-то, создай класс. Skill. Ну да, P мили скилл, то есть player мили скилл и enemy мили скилл, потому что потому. У них тоже общак будет. Вот у них же тоже общак будет. Ну, давай пока вот так вот сделаем. Потом разделение пойдет. Потом поймели скиллы. Этот сделаем. Ну, просто этот поворачивается. Если он поворачивается, значит на мышку. Это только к плееру. Поэтому он P. Потом, короче, добавим. Может, овнер и таргет? В смысле? Что овнер и таргет? Овнер мили скилл и таргет мили скилл. Там логика просто другая, ты понимаешь, в чем прикол? Там он должен повернуться у тебя на саму мышку. Можно, конечно, локацию просто возвращать. И... Ну, а где она вызываться будет все равно? Ну, типа через Virtual Void сделать, который там get
Location to watch, я не знаю, какой-нибудь. И через Virtual Void просто переопределяется. Она же где-то тоже должна переопределяться этот метод сам. И как бы куда он посмотрит. Просто этот на мышку должен посмотреть, где мы клик сделали, а тот-то на плеера должен посмотреть в момент атаки. Вот. Короче, пока плеер. Abilities player сюда попадает. А у мобов будут скиллы. Да. Да. Ну, набор какой-то там, простой набор скиллов и все. Ну, у босса побольше, у какого-нибудь обычного скелетика один скилл, это просто ручкой тебя так леща дать. А у какого-нибудь мага там 1-2 скилла в зависимости от... Ну, короче, ты понимаешь, я думаю, принцип. Так. И переносим туда всю историю отсюда, которая вот эту вот пачку туда переносим. Ну, вначале отнаследоваться, чтобы ему плохо не стало. То ему плохо станет. Так, в Protected полетел. Есть. Ну, от этого мы избавимся. Блин, наверное, лучше вначале зайти и удалить его, потому что он там херит дофига всего. Да нам даже этого не надо. А ну, сейчас, походу, мы сделаем очень по-красивому. Может, и не по-красивому. Но это по-красивому получится, потому что он у нас единственный, неповторимый, так сказать. А так, это нифига не так. Ну и все, готово. И вот этот Player Melee атак удалить и слэм удалить нафиг. Fury Slam, потому что он делает то же самое, что и вот этот парень. Та же самая атака, просто данные-то другие и все. Просто сместить немножко, сделать его побольше. Сам бокс. Ну, мы сейчас будем подгонялом заниматься. Ну, тут никак без подгоняла.
Вот он slam, base skill. Мы что делаем? Мы делаем reparent. Мили skill, по мили skill, все. Compile, вжух, вжух. И вот этот атак, все данные у него сохранились. Файл, reparent blueprint. Мили skill. Loss. Какие данные loss? Никакие данные не loss. А-та-та. Все. Все? Вроде бы все. Погнали удалять два класса. Эти всякие плейслэмы. Night Fury Slam удалить. Ну и пока и по почку можно удалить. И Player Melee Attack удалить. Ну, давай смотреть, что у нас получилось. А, чё, как смотреть? Мы ничего не посмотрим. Нам сейчас надо настраивать, чтобы у нас это все перешло к нам. Там, нам сейчас еще, я вспомнил, что там делать. Не, мы смотреть не скоро будем. Я вспомнил, что у нас там. Смотреть мы не скоро будем. Так, во-первых, Attack Base. Вот здесь мы говорим, что вот это Attack Base и прочее. Нам надо так создать. Потом Cancel Ability with Tag. Dash отменяет ability, он отменит наш этот, по-моему, как его, да, он отменяет наше уклонение, вот это вот. То есть мы говорим, что он отменяет его или нет. Dash, movement dash, да? Да. И activation owner tag state no rotation. Owner activation блоки. Чё? Activation owner tags. Activation owner tags. State no rotation. То есть мы запрещаем ему вращаться в этот момент. И мы запрещаем, можем запретить ему no movement сделать. Ну, точнее, как это? Он даст этот таг, добавит этот таг, и, соответственно, мы можем там ему, в общем, достать и потом узнать, что и как. Так, по демеджу все то же самое. BPG damage. Дамаги, G damage. Подожди, а G damage у нас... что это такое? Что это такое? You gameplay эффект. Они все общие, да. Там ничего ты не поделаешь. Там свой класс. Если отнаследоваться свой создать только. Какой-то свои создавать и для дэмэджа один класс использовать, для этого этот класс использовать. Ну там пусто будет, но зато не будет вот этого бардака. Когда вот все просто находится. Которые относятся к теме и не относятся к теме. Вот так вот.
Так, 4-12. Здесь, значит, должно быть 8-24. Он, кстати, ману еще должен, точно. Он мана кост, точно. Это все не бесплатно. Это все не бесплатно. Это же неспроста. Мана кост и стамина кост должен быть. У нас два параметра должны еще присутствовать у этого всего. Мана кост и стамина кост. Твою мать. Так, ладно, но это мы сделали, это мы больше не проверим, вообще не скоро. Потому что нам надо сделать следующее. Мы-то здесь его вытащили, на единичку поставили. И нам нужно, чтобы теперь он-то его засунул в сейф. Теперь, когда мы нажимаем play и заходим в игру, у нас его ничего нет, у нас только dash есть, стандартная билка. То есть он ее не добавил в наши ability, именно ability. И нам нужно взять его и добавить именно в эту ability. Или просто чёст тыпи. Cost type? В смысле? В смысле? Добавить его сюда, короче, надо. И... Decrease player enemy evasion, player enemy health. А, кстати, а что будет происходить? У них-то сейчас 10 хп. У enemy. А ну, подожди. Что-нибудь по нулям, что ли? Ну, к примеру, если захочешь скилл, который расходует хп за применение, к примеру. А, cost type, я понял тебя. Бля, я что, не попадаю или что происходит? Они теперь не появятся. Они теперь не появятся, ты понял, да? Да, это надо ограничение делать на Health Max, чтобы он единичкой хотя бы был. Атрибут set, это надо запомнить. Это баг, это проблема. Сейчас я быстренько зайду. Атрибут set. Health Regen set, Health Max. Если с Health Max... Сейчас. Health Max атрибут. Если Health Max меньше, чем... Так вот, он устанавливает его. Единичку он его ставит. Так я же поставил это. Осуждаю. Ну ладно, ничего не понятно. Хорошо, пусть будет 2, минималка. Странно. Стоит, но не стоит. Так, а по поводу cost и cost type. Дело в том, что... Cost type. Так, а что такое cost type? Я понимаю, что такое cost type. В смысле, для него что такое cost type? Для вот этого, что такое cost type? Типа... связать, что с чем надо? Что с чем связать? Он-то не знает, что с чем связывать. Он не знает, что с чем связывать. Это все ручками. Вот это тот самый прикол. Что если бы был бы через Enum сделано, то проблем не было бы.
Там ты быстро, у тебя Янам, связка есть, связь сделал, быстренько и все. То есть тимап по стоимости к этому, этого, сколько этот стат стоит, то есть сколько бы он отнимал, там быстренько чуть-чуть. И все. Хотя здесь тоже можно через атрибуты вот этот, если связать атрибуты, все то же самое будет. Ну да, в принципе, то же самое. Он же через атрибуты может это сделать. Тимап. Но тогда там можно вообще все будет указать. И непонятно, как его отображать. Нам-то надо отобразить. Нет, тут надо именно ручками вводить из разряда mana cost, health cost и stamina cost. Потому что почему? Потому что тебе потом все это отображать и тебе все это тянуть. А ты не знаешь, что тебе надо отнимать, от чего. Он так не найдет там. Но в основном проблема с отображением. Ты как привяжешь его. Ну, это опять же все ручками. Все ручками, и указывать его как-то. Вообще это будет работать. Через тимап сделать, указать в gameplay tag вот этот атрибут tag и указать значение. Назвать тимап cost условно. И с ним работать. Но ты потом не достанешь его для описания. Там непонятно, что там находится. Как ты поймешь, что именно там находится. Кроме как таг именно таг выбить и сравнить с атрибутом. Короче, там какая-то трешатина будет происходить. Ты же выбьешь, получишь вот эту вот инфу. Вот эту вот инфу у тебя будет в качестве ключа. И как ты потом, чтобы отобразить, чтобы показать его, именно что вот это health, то есть совместить вот это наше описание с этим, как ты его, ну, покажешь? Никак. То есть это там должно быть тоже health указано. Как таг. Потому что он как таг его там воспринимает. В общем, мне вообще не нравится это. Много лишней информации. Кост. Но вот был бы тимап, я вообще Янам бы просто добавил бы, зашел бы в редактор, добавил бы Янам, у меня все работало. У меня проработали мои тултипы, у меня проработали, все проработало. Все, что мне надо было, просто Янам бы добавить. Здесь же я добавил вот эту вот фигню. Потом мне надо теперь звездячить в тултип. Тултип. Сюда. И добавлять его здесь. Что такое кост?
То мы идем куда? Мы идем в тул... не, мы не идем в тултип. Подожди. Мы идем вот сюда. Мы ARG делаем вот это, добавляем. Здесь пишем cost health. Cost health. Потом вот это вот. Cost health. Вот никак не сделать ни циклом, никак. Блин, как жесть, как же. Какая же гадость. Единственный момент, знаете, что мы сделаем? Мы сейчас немножко модернизируем. Я, кстати, как раз думал об этом, когда там сидел тут, там это тут. Мы его проверим на вменяемость. Если он просто больше нуля, тогда мы будем это делать. If cost health больше нуля, то тогда мы вот эту вот фишку делаем. Иначе нам нет смысла это делать. Ну и то же самое здесь. И, кстати говоря, и дамаг. Все, больше нуля, то да. Cooldown time. Даунтайм мы пишем. Ну ладно, вот это только с дамагом мы не будем играться, мы всегда его отображаем. Кост стамина. И единственное, что можно, это в метод, конечно, засунуть, который будет принимать в себя вот это и вот это. Точнее, вот это он даже не надо ему принимать в себя. Он там создаст его. Подожди, а может так и сделать? Сейчас в метод. Сейчас мы метод, наверное, создадим. А, тут два-то он принимает. Видишь, тут два этих. Тут не получится в метод его засунуть. Потому-то надо два аргумента. Подожди, надо сейчас что-то придумать, как-то в метод какой-то засунуть, потому что, ну, это не дело так. Вот это все, ну, тут 100, конечно, speed skill. Ну, ладно, мы его там передать можем. Это окей. Args. Ну, кстати, нам же пачка, она нужна. Так не получится. Args можно передавать через этот.
и он его создаст. А это вообще целесообразно или не целесообразно? Просто вот тут нам придется все равно создавать arcs, потому что их два. Даже, ну, мы метод создать создадим, но их два. Нам не надо будет его очищать. Раз и два мы сэкономим. Но мы экономим 3 строчки. Нам нужно передать вот этого покемона раз. Вот этого покемона 2. Вот этого покемона 3. Можно одним покемоном его передать. Но лучше, наверное, 2 покемонами, потому что тогда у нас он может с другой этой сойти, с другого этого. Хотя там, блин, там текст целый. Ну, по ссылке, все по ссылке, естественно. Вот, короче, если бы не вот это, все было бы хорошо. Давайте сделаем метод, который будет что? TRA заполнять. То есть он принимает в себя TRA по ссылке, который заполняет tooltip текст, он заполняет. То есть он в него будет добавлять. Мы передаем, ну, чтобы сюда вернул он его. Или просто который возвращает f-текст. Мы просто сюда в метод сам вызываем и туда все передаем. Будет tooltip текст add. А зачем add? Просто метод вызвали и там add, правильно? Ну да, так он текст будет возвращать копией. А так он не будет возвращать, да. Тут очень важно, вот по ссылке надо делать. Хорошо, идем в нашу структуру, делаем в protected ее. О, подожди, а что структуру? Какая нафиг структура? Причем здесь структура? Суждаю. А при чем здесь структура? Get tooltip текст. В чем здесь структура? Секунду. Структура тут ни при чем. Это в классе мы создаем. Get, даже вообще в private. Get void get tooltip set tooltip, как бы его так назвать, текст TRA текст просто текст. Не, подожди, как я там назывался? Это tooltip текст. Вот так его. Дальше. Ну, 2 в текста он должен принять в себя. Это key текст и description текст. И валуя. То есть const f текст. Key текст. Он же их там меняет. Нет, вот так вот. Key текст. Подожди, key он не меняет. Const. Это этот он, по-моему, меняет. Или даже не меняет, он же новый создает. Не. Все нормально. Так, key текст, потом const f текст. Как он там? Description.
или как он там называется? Description текст. Description текст, потом float, тоже const, float value. Value. Ну, что делать с вот этим? Он же два аргумента принимает. Ничего, ручками. Там не ручками, а там ручками, и все. А какие варианты еще? А вариантов нет. Так, реализация. Угу. Угу. Скопировать. Ставить вот сюда вот валуя. Потом description текст вот сюда. Key текст сюда. Const все-таки лишний. Так. То, о чем я и думал. И вот этот вот tooltip текст, да, сюда. Подожди, еще раз, что ты хочешь? Ты хочешь его по ссылке? Так иди вот так по ссылке передай. Что ты хочешь? F-текст, осуждаю, F-текст, F-string. F-string, все-таки const можно вернуть F-string. Сейчас буду const дрочить туда-сюда. Так, key текст, все, он ему передал. Это нам не надо делать. Бат создал, заполнил, все есть. И что мы делаем? А мы делаем следующее. Мы вызываем его, передаем сюда tooltip текст, потом передаем сюда вот этот покемон раз, потом это в качестве валуя идет, а вот description мы отсюда вытянем. Вот. Тут ничего не сделаешь. Единственное, что не надо чистить его. Не надо заниматься чисткой. Просто вжух и все. Так, cost health сюда, сюда, сюда. Стамина. Гостмана. Ну, как сказать, стало чуть почище.
чуть почище. Но работает это, конечно, естественно, медленнее за счет того, что метод постоянно надо вызывать и создавать кучу этих, не указателей, а этих. Я не по ссылке ее передаю, осуждаю. Description не по ссылке, зачем нам копия? Так, он кучу ссылок создает и вот сверху. Но это все одинаковое, по 8 этих летит. Так. Хорошо, есть. Optimized. Пу-пу-ру-пу-пу-пу-пу-пу. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну да, хорошо. Вызвали, передали туда этот. Ну и удобно то, что мы здесь четко не падает. Видим вот эти вот приколы. Ну, в данном случае можно было передать по ссылке нашу структуру, именно и там внутри уже из нее вытащить то, что нам надо. Но дело в том, что может быть, понадобится, что нам не с нее надо будет утаскивать. И поэтому вот так. Никак иначе. Так, оно работает, все то, что мы тут понаписывали. Сейчас надо зайти проверить. И потом идти делать все остальное. Насчет коста вот этих, он же должен будет их отнимать. Это надо будет проверять в момент использования его. На самом деле. То есть в момент использования обилки самой. То есть обилка создаваться-то она создается. Но она должна будет что-то, ну, короче, проверить эту инфу. А у нее разве есть... Ну, у нее есть доступ к персонажу. Если у обилки есть доступ к персонажу, у нее ко всему есть доступ. Поэтому... Там все еще дело. — 8-24, все отлично, все работает. На 5 seconds, speed skill 100%. Damage 8-24. Slam Knight. Это description Slam Knight. Который там. Так, хорошо. Давайте теперь делать, чтобы он переносил его. Чтобы он его переносил, в принципе, у нас должен быть этот скиллбар, который внизу. Скиллбар должен быть. Скиллбар. Скиллбар должен быть. Он у нас есть, но его нету. Поясняю. Пояснительное. Вот, подожди, что? Фу. Это было больно. Я думаю, что такое, что тут происходит. В этом же находится вот этот. Я что-то пока раздуплился. Осуждаю. Погнали виджеты. У нас есть наш player HUD. И у нас есть такой замечательный товарищ. Количество текст-блоков мы уменьшим.
с помощью того вот шифра, который расшифруем его, поставим типа мин, сек и этот двоеточие, вот это количество мы уменьшим. Вот он. Скиллбар. Он есть. Теперь нам надо их добавить. На самом деле я бы их самостоятельно добавил. То есть не заполнял бы динамическим, потому что их динамически я не хочу заполнять. Да мне это и не надо, так как у меня их ровно столько, сколько надо. 6 штук. Их не планируется прям там какое-то динамическое значение. Да и если и будет расширение, то до 10. А это не то, чтобы супер большая проблема 4 штучки пойти добавить. И то это не факт, что это будет. Так, вот у нас есть скиллбар. Все же заготовлено. Нам сюда надо засандалить вот эти 4, 5, 6 скиллбоксов. Dash скиллбокс. Вот он, скиллбокс. Dash скилл. VBP Dash скилл. Какого-то лешего у нас он VBP Dash скилл. Туда их подобавлять, поназначать им индексы, потому что они обращаются по индексу 0, 1, 2, 3, 4, 5 на данный момент. Но у нас уже есть вот эти, которые здесь. Skills for slot, но они нам не подойдут. Они нам не подойдут, даже с учетом slot индекс, что нам надо будет засандалить. И base icon image. Лучше уж общего родителя какого-то им дать. Потому что у этого есть drag-and-drop фишки. Ну, точнее, у него дроп фишка есть. Там при наведении всякие фишки у него есть. А у того при нажатии. То есть у них там немножко разные вещи. Подобавлять их сюда. Добавлять их сюда. И у самого V-скиллбара. Вот, откроем здесь. Самого V-скиллбара сделать заполнение их. То есть они у нас как раз таки в horizontal box skillbar находятся. И в них, ну, он всех их возьмет по индексу, там array передаст, тот по индексу к нему просто обратится и все. И назначит это ability туда. Да. Все, он назначил их, здорово. А потом у нас будет супер-дупер классная штука. Это мы пойдем сюда. И вот здесь сделаем нашу логику. Мне, кстати, не очень понятно, какого лешего он все-таки не хочет темплейт переносить в... Туда, короче, в плюсы, хотя раньше хотел. Ну, давай сейчас это сделаем. И здесь по инту просто-напросто обратиться к ability, который нас интересует, и заюзать его. Нужно будет его добавить, как там сделать. Его же надо добавить. Подожди, нет, он там на begin flay добавляет. И там, по-моему, таг указывается ему. Там так как-то указывается. Ну, в общем, что-то мы сделаем с этим. Давай сейчас попробуем перенести. Я не знаю, он работал, а потом сказал, не хочу, все, убирать сюда. Ой. Оп. Только инлайн надо убрать. Инлайн мы уберем. А, подожди, или наоборот, надо его добавить инлайн. Наоборот, это очень важно, чтобы здесь был именно инлайн.
А, я убрал инлайн, походу. Ты понял, да? И ему плохо стало тогда. Да нет, ему вообще плевать. Сейчас это работает, там это не работало. Пройдет еще время, он опять перестанет работать. Инлайн будет здесь. Этот сказал, мне надо инлайн. Все, будет инлайн. Сейчас работает. Потом опять скомпилю, опять не работает. Придут, скажут, ты что, не знал, что оно не работает? Так, ну так вот оно работает. Нет ошибок. Ладно, все, ГГВП. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord и не только. Ссылка вроде бы в описании. Но это не точно. И всем пока.